Здравствуйте, вы смотрите программу «Лав о главном» на информационном портале LAV.MD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий в стране и в регионе. Все вы знаете, что на прошлой неделе мы обсуждали визит директора СИБ и его встречу с председателем Народного собрания Гагаузии и о тех заявлениях, которые были сделаны после встречи. И теперь мы уже понимаем, что выборы в Народное собрание должны состояться как минимум весной или в конце зимы 2026 года, потому что в Народном собрании в том числе зарегистрирована новая инициатива о создании временной Центральной избирательной комиссии Гагаузии, которая должна будет организовать только выборы в Народное собрание. Насколько эта инициатива успеет быть одобрена депутатами до 12 ноября, мы увидим. Но сегодня мы поговорим о выборах и о той ситуации, которая сложилась в автономии, о том, что ждать от нового правительства, которое было утверждено буквально в пятницу на прошлой неделе. И одним из первых заявлений было, что премьер-министр Мунтян заявил о том, что он будет строить диалог с Гагаузией. И сегодня у нас в студии наш постоянный гость Иван Терзич. Здравствуйте, Иван Алексеевич. Доброго дня. Ну, в любом случае, основное политическое событием прошлой недели было утверждение правительства. И, в общем-то, все ждали голосования в парламенте. В том числе была опубликована программа правительства, которая вызвала достаточно много критики. Многие эксперты высказывали, что там нет конкретных цифр и шагов, и документ носит больше декларативный характер. Но, как увидим, покажет практика. Возможно, что первые 100 дней покажут, насколько это правительство может изменить жизнь в Молдове, и в том числе довести Молдову до возможного вступления в Европейский Союз, потому что это объявляется одним из главных приоритетов правительства. Мы увидим, а как изменится взаимоотношения с Гагаузией, скорее всего, мы можем почувствовать только после проведения выборов, которые, скорее всего, пройдут в марте или в конце февраля будущего года. Но давайте послушаем мнение некоторых участников наших программ на прошлой неделе касательно вообще избирательной ситуации, о том, что ждать от выборов в Народное собрание, и может ли повториться ситуация 2023 года, когда мы знаем, что по результатам различных технологий манипуляций выборы выиграла Евгения Гуцул. Дальше мы знаем последствия всех этих избирательных технологий, о том, что Гагаузия оказалась в изоляции, а Евгения Гуцул сегодня находится под арестом, и потому что в отношении нее был приговор суда, и вот буквально, по-моему, на днях мы должны ждать решения апелляционной палаты по ее апелляционному заявлению. Но если говорить о выборах, давайте послушаем мнение Николая Дудогова, депутата Народного собрания, о том, каково его мнение, как может развиваться событие на предстоящих выборах в Народное собрание, которые рано или поздно все равно состоятся. Если в Гагаузии начнется в Народном собрании полный подкуп в округах, ну, видите, как сейчас на этих выборах мы стали свидетелями, что власть работала очень жестко, и они снимали партии. ЦИК принимает решение, даже не доходит до апелляционного, вот как сняли Фортуну. Жестко работается для того, чтобы ни в коем случае не было внешнего вмешательства и тем более финансирования. Поэтому это, в принципе, должны сегодня задуматься все наши кандидаты в депутаты, потому что в отличие от парламентских выборов, у нас кандидаты могут идти от партии, но они являются по одномандатным округам, то есть они регистрируются как по одномандатным округам, и для того, чтобы их снимать, не надо будет снимать всю партию, нужно будет просто снять одного человека. Поэтому очень сегодня важно для наших будущих кандидатов в депутаты, чтобы они понимали, что если они используют какую-то поддержку извне, а не просто, как говорится, идя со своей программой, со своими друзьями, с группой поддержки населенных пунктов, то тогда естественно, что наверняка они не дойдут до конца. А если это будет массово, я вот лично думаю, что это будет тем сигналом, который сегодня многие говорят. И я вам скажу, что для центра, если, например, на парламентские выборы для центра было, как говорится, важно снимать этих игроков, которые были замешаны в чем-то, то в Гагаузии наверняка они даже захотят, чтобы такие были.
Потому что Гагаузия сегодня стала поперек горла очень многим политикам, да, таким радикальным политикам, которые, в принципе, давят на руководство страны, что Гагаузия нас тянет назад, мы хотим Европейский Союз, они голосуют 99% против и тому подобное. И этим самым они, как говорится, если это, они даже будут следить за этим, что если Гагаузия пойдет по такому пути, они даже обрадуются. Но видите, они сами хотят этого, они сами хотят ликвидации Гагаузии. Поэтому очень важно, сверхважно, что мы могли прежде всего, назначая выборы, избавиться от политических игроков, которые занимаются коррупцией, которые в принципе могут довести до ликвидации Гагаузии. Вы смотрите программу «Лав о главном» на информационном портале Лав МД. Это было мнение Николая Дудогла о том, как могут пройти выборы в Народное собрание. Иван Алексеевич, если мы говорим о возможных выборах в Народное собрание и о том, что использовались в Гагаузии те технологии, как вы думаете, вот после всех событий, которые имели место быть, как минимум последние 5-6 месяцев, это и парламентские выборы, и вся ситуация, которая была в Гагаузии до парламентских выборов, я имею в виду вот массовые выписки протоколов, и сегодня такое, я бы сказал, ушедшие в тень представители Шора в Гагаузии, потому что мы не видим каких-то активных заявлений, митингов. И означает ли это, что Гагаузия начинает очищаться и осознавать пагубное влияние Шора? Или это какое-то там затишье перед очередными выборами? И верите ли вы лично, например, что Шор мог, скажем так, в кавычках оставить в покое Гагаузии? Насчет того, что Шор оставил в покое Гагаузию, я, конечно, не верю, потому что цель, которую он себе поставил, он ее частично достиг. Все-таки как-никак и Башкана он поставил своего, кого хотел, и исполком, по сути дела, те лица, которых он, скажем так, хотел, этих людей, чтобы они были, практически весь список. И даже мы видели, как он исполком, значит, представлял членов исполкома, чего не было никогда. Плюс ко всему мы знаем о том, что большинство народного собрания было им куплено и действовало по его, как говорят, лекалам, то, что он утверждал. Поэтому от такого трудно, скажем так, отказаться. Я более чем уверен, что Шор и его команда просто-напросто, скажем так, немножечко изменят вид и средства своих действий и будут, конечно, участвовать в выборах. Может быть, они будут поставят совсем других фунтов, но практика представления какого-либо фунта у них уже отработана. Просто они будут к этому относиться более гораздо серьезнее. Но в данном случае я надеюсь на то, что центральная власть Республики Молдова отнесется должным образом к этим вызовам, которые у нас будут на этих выборах, и будут применяться законные методы для того, чтобы не допускать всевозможные бандитские группировки к власти в регионе. Если мы говорим о тех возможностях, которые могут быть, как вы думаете, даже люди, которые работали с Шором, они на предстоящие выборы в Народное собрание будут идти под какими-то флагами партий, которые были, потому что, мы знаем там множество партий, которые имели отношение к Шору, или сейчас в Гагаузии пойдет тенденция, что они будут скрыто, допустим, представлять интересы Шора? Полагаю, что они будут идти скрыто и будут даже официально дистанцироваться от Шора, потому что открытая поддержка Шора, они видят о том, что имеет за собой определенные последствия. И для того, чтобы достичь своего результата, то есть прийти к власти, они будут стараться открыто дистанцироваться от Шора, типа того, что мы к Шору ничего не имеем, но тем не менее будут финансироваться, будут применяться более изощренные избирательные методы для того, чтобы достичь желаемого результата. Просто нам всем и властям Республики Молдова нужно быть более внимательны к проведению этих выборов, потому что здесь будут
применяться абсолютно все, как говорят, последние достижения во всех махинациях по поводу достижения власти. А теперь касаясь юридических аспектов будущих выборов Народного собрания, потому что мы все знаем, что Центральная избирательная комиссия, которая сейчас дело рассматривается в Высшей судебной палате, была расформирована по инициативе Дмитрия Константинова, потом были внесены поправки в избирательный кодекс, и была попытка сформировать другой состав ЦИКа, и положения эти избирательного кодекса теперь обжалованы Государственной канцелярией. И теперь вот третья попытка сформировать временный ЦИК на период организации выборов Народного собрания. И здесь вот очень много вопросов, потому что три разные инициативы и вопрос юридической обоснованности, потому что организует выборы комиссия, которая создается на один раз. А что будет, если через год признать, что эта инициатива была незаконна в связи с тем, что, например, Высшая судебная палата восстановит в работе ЦИК, который был расформирован год назад? Знаете, я абсолютно ничего не удивляюсь тому, что творится у нас здесь в Гагаузии. Это все было спланировано заблаговременно еще в прошлом году, когда Народное собрание продвигало, значит, нормативный акт наш местный о том, чтобы упразднить наш региональный ЦИК. Поэтому они планировали это сделать для того, чтобы взорвать ситуацию в Гагаузии, раз, и второе, продлить свои полномочия, это два. Что же касается относительно того, что они, значит, пытаются продвигать принятие нормативного акта относительно временного Центральной избирательной комиссии, да, то я не удивлюсь о том, что они его быстренько примут, конечно, примут со всякими нарушениями норм процедуры принятия, но они будут исходить из того, как сказал Константинов, когда утверждали этот самый, значит, бюджет, типа, посмотрите, как Кишинев там в течение одной ночи приняли 70 законов, почему нам нельзя принять 1-2. Я думаю, что они пойдут по этой методе и будут принимать любые нормативные акты, которые под занавес им необходимо принять, не обращая внимания ни на какие нарушения по процедуре. Если говорить о предстоящих участниках выборов Народного собрания, то как вы думаете, есть ли шанс, что это Народное собрание может персонально измениться? Потому что если мое мнение, то я думаю, что будут незначительные изменения, судя по тем, во всяком случае, настроениям жителей Гагаузии и о том, кто является депутатами Народного собрания. То есть, по моему мнению, процентов как минимум 50 сохранится тот же состав, который есть сейчас. Хорошо это или плохо, как бы сложно сказать, но по вашему мнению, как может сложиться ситуация? К сожалению, я вынужден согласиться с вашим мнением в части того, что сохранится как минимум половина, значит, депутатов Народного собрания из нынешнего состава. Почему? Потому что нужно исходить не из того, что, скажем так, у некоторых депутатов Народного собрания будет какое-то просветление в мозгах, и они поймут и примут то, что они не справляются с теми обязанностями, которые они на себя взяли. То есть они на самом деле не представляют народ Гагаузии, а представляют свои личные, сугубо как бы шкурные интересы. И совесть у них не просыпалась до сих пор и не проснется и дальше. Но так как избирают их все-таки люди, а избирают у нас люди часто не исходя из каких-то профессиональных качеств, не исходя из того, что каких-то, скажем так, человеческих качеств, что это честный, порядочный человек, который беспокоит и думает о гражданах Гагаузии, в целом
о ситуации в Гагаузии. Избирают, исходя из того, что наш парень хороший человек, там вот мне там дал немного зерна или еще что-то, 5-10, там где-то когда-то в чем-то помог, а, как у нас говорят, эти уже наелись, у них все есть, они воровать не будут. А если нового выберем, то они голодные, они начнут воровать обязательно, и лучше не будет. Ну, знаете, с таким подходом идти к выборам, это значит не получить нужный результат. И потом мы удивляемся тому, что жизнь не становится лучше. Ярким примером в данном случае я всегда говорю о том, что является село Ферапонтьевка. Там из года в год жизнь становилась все хуже, хуже и хуже. На сегодняшний день там осталось где-то 30% населения из того, которое было. Значит, и они 5 раз подряд избирали Топал Ивана, который ровным счетом ничего не делал для этого села, и тем не менее они его выбирали. И такая ситуация почти во всех селах. У нас самая главная проблема в чем? У нас не работают с населением для того, чтобы поднять политическую культуру населения. О том, что они понимали, о том, что они избирают себе работника. Депутат — это их работник, это человек, который должен и обязан выполнять те обязательства, которые написаны в уложении. А эти люди этого не делают. Они делают почему? Да потому что мы с вами, жители Гагаузии, не следим за тем, что делает этот депутат, который просил нас, чтобы мы его избрали. Мы его избрали и забыли. А давайте послушаем мнение депутата 5-го созыва Народного собрания Романа Тютина, которое он высказал в одной из наших программ по поводу таким, каким ему представляется, может быть следующий состав Народного собрания. Мы же понимаем, что вся сетка Шора, так называемая, голосовала за патриотический блок. Не потому, что они хотели, а потому что им больше не за кого было голосовать. При этом мы можем констатировать, что около 15 тысяч избирателей не вышли к избирательным урнам. Плюс большое, огромное количество в Гагаузии людей проголосовали за Фортуну. Эти бюллетени тоже оказались недействительными. И, соответственно, сказать о том, что у них улучшились результаты, я бы не сказал. Но при этом выборы в Народное собрание Гагаузии и парламентские выборы — это разные выборы абсолютно. И тут больше голосуют за человека, чем за партию. Мы уже много раз за этим наблюдали. Партия социалистов набирала у нас в регионе более 92%, а в Народном собрании больше 7-8 мандатов, к сожалению, у них не было. Ну, к ихнему сожалению. Поэтому я думаю, что местные, так скажем, агролидеры, бизнесмены, которые проживают в тех или иных населенных пунктах, имеют огромные шансы опять продлить свои мандаты. И мы это уже не раз проходили. То есть, по вашему мнению, мы не можем связывать, что социалисты могут, допустим, получить абсолютно большинство в Народном собрании? Они формируют, где они могут закрепить свою победу, это на башкирских выборах, если они состоятся, то да, здесь, конечно, будет играть роль их связи с Россией, и, насколько мне известно, они будут выдвигать Григория Узуна, который проживает в России, в Москве и так далее. То есть, как бы на этой волне они могут прийти к власти в автономии, но думаю, что на этот раз власть будет очень бдительна и очень бдительно рассматривать этот вопрос с этой кандидатурой. Вы смотрите «Лав о главном». Это было мнение Романа Тютина, депутата 5-го созыва Народного собрания автономии. Иван Алексеевич, но по сути, как бы Роман говорит о том же, о чем мы говорили с вами до того, как прослушали его мнение. Но касательно вот результатов партии социалистов, потому что сегодня мы, как бы не хотели или не отрицали, в нынешнем созыве Народного собрания партия социалистов
вернее, блок социалистов и коммунистов, потому что они шли под блоком на выборах, имеет одну из самых больших фракций после того, как, по сути, развалилась фракция, которая избрала Дмитрия Константинова в качестве председателя Народного собрания. И в том числе вот связь между результатами по Гагаузии выборов в парламент, потому что практически 83% проголосовали за патриотический блок, где основным игроком была партия социалистов. Как вы думаете, сможет ли они повторить этот результат на выборах депутатов Народного собрания? Я полагаю, что они не смогут повторить этот результат, потому что я согласен с господином Тютиным, потому что действительно у нас очень большое влияние имеет именно то лицо, которое баллотируется в Народное собрание, депутаты Народного собрания. И исходя из того, что какой авторитет этот человек имеет в том или ином селе, прежде всего люди голосуют за него, а потом уже за партии. За партии голосуют только в том случае, если нет какого-либо человека, который имеет большой авторитет в этом селе. Таким авторитетом может быть, скажем так, действительно кто-то из сельхозлидеров, который обрабатывает земли. Исходя из того, что у нас уже на протяжении ряда лет идут засухи, и уже некоторые сельхозлидеры начинают отказываться от земель, плюс ко всему некоторые сельхозлидеры у нас, значит, обанкротились, и банкротства продолжаются, и они будут и дальше продолжаться, а значит, все эти люди будут потихонечку как бы выходить из круга тех лиц, которые будут баллотироваться в Народное собрание. А значит, будут появляться какие-то новые лица, но их будет очень мало. Но тем не менее, я сомневаюсь, что партия социалистов повторит те достижения, которые они получили в выборах в парламент Республики Молдова, потому что это, по сути дела, разные вещи. Если говорить вот в том числе о возможных выборах Башкана Гагаузии, потому что эта тема все очень взаимосвязана, как вы думаете, они пройдут в один день или все же пройдут в разные временные периоды? Я хотел бы, и я это выражаю мнением большинства жителей Гагаузии, потому что этот вопрос, значит, мы изучали, я спрашивал у многих людей. Все, конечно, хотят о том, что оно прошло в один день. Почему? Потому что, во-первых, мы сразу получаем и Башкана, и Народное собрание. Плюс ко всему, это экономия больших денежных средств, которые далеко не лишние. Значит, и люди говорят о том, что пора уже переходить к тому, что заодно выбирать экономия денег, и это необходимо. Иван Алексеевич, вот меняя тему выборов Народного собрания, потому что еще одной важной темой является вопрос урегулирования деятельности патентообладателей. И что самое интересное, эта тема уже длится и набила оскомину, если мне память не изменяет, как минимум с 2006 года, потому что тогда именно были приняты изменения в налоговый кодекс и законодательство Республики Молдова было изменено, и был сокращен список видов деятельности, которые подпадали под деятельность по патентам. И вот с тех пор Гагаузия каждый год трясет по этому вопросу. В 2006, если память не изменяет, Народное собрание Гагаузии тогда приостановило действие этого закона на территории страны. И вся эта ситуация вот уже длится, получается, что... Да, если это был 6-7 год, то сейчас 2005, то мы имеем 15 лет эту проблему, которую власти Гагаузии так и не решили. И каждый год они там принимают какие-то законы, продлевают действия, не продлевают, государственная канцелярия обжалует эти действия, и патентообладатели все так же продолжают какой-то период оставаться без гарантированных социальных выплат, в том числе и пенсий. И в этом году на днях опять прошли публичные слушания, где депутаты вновь предлагают, несмотря на то, что в суде находится обжалованный закон, который они продлевали деятельность патентообладателей, продолжают вновь вести
разговоры, что продлить его действие. Давайте послушаем мнение господина Иванчука и Ивана Димитрогу, который является одним из инициаторов этой законодательной инициативы, что они говорили на публичных слушаниях. Находится в суде данный закон 2022 года в Высшей судебной палате. И существуют высокие риски о том, что он будет отменен. Когда это случится, мы не знаем, но если даже будет возможность вам поработать 3 месяца, 4, 5, полгода, это все равно окажет поддержку вам, поэтому будем надеяться, что это будет как можно позже и, соответственно, как можно дольше вы проработаете на данных условиях. Коллеги, кто-то скажет несколько слов? Добрый день, уважаемые присутствующие. Как уже озвучил мой коллега до этого, группа депутатов выступила с инициативой продления действия данного законопроекта в связи с тем, что мы понимаем прекрасно, в каком экономическом состоянии, в принципе, находятся наши рынки, поэтому мы общаемся с людьми, бываем на рынках, и по просьбе патентообладателей мы вышли с инициативой для того, чтобы этот закон был продлен еще на год будущий. Но мой коллега вам верно подметил, что данный законопроект находится сейчас на рассмотрении в Высшей судебной палате, поэтому он, скорее всего, будет отменен, и вы должны это все прекрасно понимать. Итак, Иван Алексеевич, вот в чем вопрос здесь? Потому что меня, например, удивило, что опять появилась такая инициатива, потому что уже есть закон, который был утвержден, по-моему, в августе и вступит в силу с 1 января, что сейчас, если у людей есть доход в меньше, чем 1 000 000 леев в год, они могут платить единый налог 15%, и тем самым как бы получают и социальное страхование, и медицинскую страховку, и в том числе и подоходный налог. И в этой связи как бы вот в очередной раз удивляешься, почему Гагаузия как бы не использует какие-то моменты, и потому что ведь проблема же не патентообладателей. Этим людям просто никто не доносит, что вся эта ситуация, которая им кажется, что для них является спасением, на самом деле создает для них очень большие проблемы, потому что эти люди не будут иметь права на получение пенсии, и они сегодня по-любому вынуждены покупать полис медицинского страхования, который до 31 марта, пусть и даже по льготной цене, но они его вынуждены покупать, потому что в Молдове есть административная ответственность за отсутствие обязательного медицинского страхования. Это одно. И второе, что эти люди не имеют права на получение пенсии. И потом, когда дойдут до пенсионного возраста, начнутся опять проблемы, что они всю жизнь работали, поднимали экономику, платили патент, а теперь им никто ничего не выплачивает. И самое интересное, что в прошлом году, извините, по-моему, этих людей, работающих по патенту, было чуть более 700. Почему исполнительная власть, законодательная власть сегодня вновь идет по этому пути, и мы не слышим здесь позицию исполкома Гагаузии, по сути, которые администрируют эти виды деятельности? Что вам сказать? В данном случае это мне напоминает одно такое выражение о том, что проблемы индейцев абсолютно не беспокоят шерифа. Это не проблемы шерифа. А люди, которые у нас живут на территории Гагаузии, как раз и выполняют роль индейцев, которых отстреливают и продают их скальпы, образно так выражаясь. Потому что, смотрите, действительно проблема с патентами, она очень долгоиграющая и на протяжении более десятка лет. И самое интересное, никто не взялся решить эту проблему, скажем так, кардинально, так, чтобы это устраивало и республиканские власти, и это чтобы устраивало и тех людей, которые находятся на рынках, для того, чтобы найти какой-то консенсус. По сути дела, этот консенсус никто не искал. Если позволите, я просто некоторые уточнения, потому что речь идет о таких видах деятельности, как розничная торговля, ну да, и так далее. То есть
Никто не говорит об отмене полностью патентов, потому что республиканское законодательство позволяет это делать в ряде областей, там фото, видеосъемка, репетиторство или какие-то вещи. То есть речь идет в основном о розничной торговле. Конечно. Речь идет о розничной торговле, и в данном случае республиканская власть хочет ее упорядочить для того, чтобы как бы скоординировать бюджет, потому что они считают о том, что в данном случае это есть какие-то потери для бюджета, которые необходимы, деньги всегда нужны всем. Люди же, которые находятся на рынках, их тоже в принципе можно понять, потому что они там находятся, как говорят, круглый год, при любой погоде, снег, дождь, слякоть и прочее, и никто ничего не делает для них. Вот никто не вкладывает ни одной бонусы для того, чтобы облегчить их ситуацию. А ситуация у них далеко не хорошая. И при этом у людей требуют для того, чтобы они увеличили платежи в бюджет. Конечно, это воспринимается негативно, но никто не решает этот вопрос кардинально, никто не идет к тому, чтобы выработать какой-то новый нормативный акт, который регулировал бы данные отношения, новые условия, чтобы устраивали все стороны. Потому что вы правильно говорите в плане того, что человек должен отдельно платить за медицинское страхование, должен отдельно платить пенсионное страхование. Если он этого не платит, потом на пенсии как бы выходит, а у него там социальная пенсия. Но хочу вам сказать следующее. Я разговаривал с многими людьми, которые работают на рынке, и они говорят, и что? А насколько меньше эта социальная пенсия той пенсии, которую получают люди, которые отработали 35-40 лет на заводах, фабриках? Не намного. А некоторые даже получают меньше, чем даже социальная пенсия. Поэтому люди не идут, стараются найти всевозможные ухищрения, чтобы меньше платить денег. Я их в принципе понимаю. Потому что нет в нашей стране открытости в пенсионном фонде для того, чтобы человек сам знал, сколько он туда платит, сколько он получит. И там где-то каждый раз какие-то коэффициенты. Это неправильно. Нужно взять все здоровое, все правильное, что находится, скажем, в той же европейской стране, в той же Турции. Вот у нас многие люди ездили в Турцию, там пенсионный фонд, человек сам регулирует, сколько он хочет платить, пенсионный фонд, и он может любой день, чуть ли не каждый день обращаться в этот пенсионный фонд, и ему говорят о том, что сколько у него денег на этом фонде находится, это его деньги. И он эти деньги может в любой момент забрать. Он может эти деньги кому-то, скажем так, завещать. Это его деньги. А у нас получается что? У нас получается все безголово. Потому что наш пенсионный фонд, по сути дела, это рейдерский фонд. Потому что человек всю жизнь работает, и когда ему осталось год-два до пенсии, у нас же часто такое бывает, что далеко не все доживают до пенсии, до получения. Сейчас, по-моему, там несколько лет назад изменили законодательство, и оставшийся в живых супруг может получать пенсию умершего супруга. Но ведь если не платить вообще налоги, то и социальных пенсий неоткуда будут платить. То есть кто-то должен пополнять этот соцфонд. Вы знаете, это все должно быть добровольно. Понимаете? Добровольно. Мы же с вами прекрасно знаем о том, что многие идут... Но ведь, Иван Алексеевич, я с вами не соглашусь, потому что проблема же в чем? Во-первых, когда патентообладатель занимается розничной торговлей, то оборот его может составлять и 1 миллион в месяц. И дай бог ему здоровья. Да, но из этого он не платит денег ни наоборот, как это делают юридические лица. Он не содержит работников, за которых оплачивает налоги государству. Это первое. Во-вторых, мы как потребители не имеем никаких гарантий согласно законодательству о защите прав потребителей, потому что тебе не выдают кассового чека, ты не можешь прийти и претендовать, если это не качественный продукт, который ты купил.
Я долгие годы занимался защитой прав потребителей, и хочу вам сказать следующее, что люди, которые покупают товары на рынке, да, было такое раньше, первые годы рыночных отношений, что это тебе не магазин, товар не возвращается. На сегодняшний день товары на рынке тоже возвращаются и права защищаются. Весь вопрос в другом. В стране нет порядка, и его не было, нету не то, что сейчас. В стране нет порядка еще с тех времен, когда стала Республика Молдова. Потому что, ну, что мы с вами видим? Люди для чего платят налоги? Для того, чтобы им обеспечили защиту внутри страны и за его пределами. И для того, чтобы были, скажем, медицинская помощь, чтобы ему обеспечили достойную жизнь и свободы. И теперь скажите мне, пожалуйста, кто этим всем пользуется? Кому это обеспечивается? Очень маленькому кругу людей, прослойке людей, которые близки, скажем так, к телу власть придержащих, и не более того. Сегодня полиция защищает интересы людей? Нет. Прокуратура защищает интересы людей? Нет. Суды защищают? Нет. Больницы, поликлиники достойные услуги оказывают нам? Все они бизнесмены. И начиная от правоохранительных органов, медицинских органов и прочих. У нас везде бизнес. Все зарабатывают. Обратите внимание, бизнесмен, который с утра до ночи работает, у него нет такого дома, как у чиновника, как у судьи, полицейского, прокурора. На каких машинах ездят у нас сегодня прокуроры? На каких машинах ездят судьи и прочее? Мы же все помним. Вы поднимаете вопрос коррупции. А я как бы больше хотел, чтобы мы поговорили с вами, почему власти в Гагаузии неэффективны. Потому что... Та же коррупция. Вы хотите сказать, что там нет коррупции? Но возвращаясь к патентообладателям, потому что за все эти 15 лет было очень много возможностей для того, чтобы решить проблему этих людей реально. Начиная от того, что государство давало возможность в рамках одного окна зарегистрировать какое-то юридическое лицо, получить кассовый аппарат бесплатно и дальше осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством. В Гагаузии есть фонд поддержки предпринимательства, и уже были какие-то инициативы, которые предлагали в течение 2-3 лет, допустим, иметь переходный период, и в том числе начиная там от 20 или 30% оплачивать за этих людей эти патенты, все время снижая этот процент. Но власти не решают проблему, они даже ее не замораживают, они из года в год ее больше масштабируют, потому что... Когда нет решения проблемы, и вы даете даже не временное, а какую-то лазейку, потому что закон обжаловали, а мы приняли новый, и этот номер пока обжалуют, мы же понимаем, что они сейчас утвердят этот закон, если успеют утвердить до 12 числа, то государственная канцелярия его вновь опротестует. Они успеют. Вновь опротестуют, и тогда что этим людям делать? Сейчас мы даже смотрим на ситуацию, что в Молдове неповоротливая судебная система, да, и что этот закон, дойдя до окончательного решения, до высшей судебной палаты, там застревает на года-полтора. Какие гарантии, что через месяц судебная система в каких-то вопросах не заработает быстрее? И что мы не получим это решение через 4, 5, 6 месяцев, да? И тогда что? Налоговые инспекторы будут ходить по рынкам и штрафовать этих людей? Тогда они вновь придут с митингами куда? В исполком, и опять будут эту тему торпедировать на предстоящих выборах Народное собрание главы автономии. Я изучал этот вопрос на протяжении многих лет и выходил с предложениями как к депутатам Народного собрания, также выходил с предложением к тем людям, которые находятся на рынке, в плане того, чтобы они как-то организовывали какие-то там ассоциации, в плане того, чтобы правильно защищали свои интересы. Но я понял следующее, что люди, которые патентообладатели, они разобщены
и их практически невозможно собрать вместе для того, чтобы они правильно, пользуясь нашим законодательством, защищали свои интересы. Что же касается депутатов Народного собрания, которые также должны работать с этими людьми и принимать какие-то нормативные акты, не нарушающие наши республиканские законы, скажу вам следующее. Они боятся патентообладателей. И это, по сути дела, является ярким проявлением того, что все-таки, может быть, немножечко в таком извращенном виде, но существует власть народа в плане того, что власть придержащие их боятся и идут у них на поводу в плане того, что все время принимают местные законодательные акты, заранее зная, что их опротестуют. Видите, вот даже здесь в выступлении говорят, да, мы примем, на пару месяцев вам будет возможность работать, но вас все равно потом отменят. Это говорит о том, что, во-первых, люди все-таки должны взять себе в пример, что они, если сплотятся, смогут решить любые свои проблемы. Просто люди должны сплачиваться и решать свои проблемы. И второе, о том, что представители народа не умеют и не хотят решать проблемы своего народа и не исполняют те задачи, на которых их избрали. Иван Алексеевич, на прошлой неделе, буквально минувшую пятницу, парламент утвердил правительство. Давайте послушаем, что говорит об этом политический аналитик Алексей Тулпери у нас в студии, и о тех заявлениях, которые сделал Александр Мундян во время своего представления состава правительства и программы правительства в парламенте. В том, что касается вот нынешнего правительства, у меня вопросы только к некоторым министрам, почему их оставили, тут я до конца не могу ответить. Нет вопросов к Герасимову, нет вопросов к МИДу, Попшой. МИД — это такое приложение к президенту, там, в общем, даже если Попшой не кадровый дипломат, он справляется вполне со знанием иностранных языков, там, протоколы и так далее. Нет вопросов к министру обороны. К Носатому вообще на протяжении 2 его мандатов не было особых замечаний. То есть человек понимает задачи, которые стоят перед страной. Были приняты новые стратегии обороны. В общем, он в этом участвовал. Некоторые пошутили бы, что не может быть вопросов к тому, чего нет. Тоже, да, вполне справедливое замечание. Особой обороны. Но у нас есть армия, которая, в общем, с ней тоже что-то надо делать. Кстати, мы обсудим. Хорошо. Вот. И вопрос у меня, да, министр образования, его хвалят. У меня есть некоторые вопросы по содержанию учебников там и так далее. Значит, этот скандал есть по учебнику истории для 12 класса, который из какого-то необъяснимого упрямства министр не хочет разрешать. Ну, посмотрим, что будет в новом правительстве. Ну, в общем, он старается выполнять свои функциональные обязанности. Непонятно, значит, почему остались министр внутренних дел и министр сельского хозяйства. Потому что там у нас особых прогрессов нету, но, тем не менее, эти 2 дамы остались. Может быть, они раскроются по-новому в составе новой команды. Ну и Боля, который остался, потому что он вице-председатель ПАС. Он единственный, по-моему, там партиец, и они, значит, он в качестве такого талисмана. Такого талисмана, да. Напоминание, что это пасовское правительство. Да. И тоже завершу на этом. Странное впечатление от нового правительства в том смысле, что оно гибридное, и в смысле, что старые и новые, но оно гибридное, потому что есть и пасовцы, есть не пасовцы, но скорее технократическое, как и премьер. Что, в общем, не очень вписывается в логику политических систем парламентских демократий, которой мы являемся, Молдова является. То есть правительство — это политический орган, который притворяет в жизнь политики той партии, которая победила на выборах, продвигала идею этих политик.
Вы смотрите «Лав о главном». Это было мнение аналитика Алексея Тулбери о новом составе правительства. Иван Алексеевич, вот на вопрос Григория Узуна в парламенте господин премьер-министр Мунтян ответил, что он будет вести диалог с Гагаузией. И здесь, конечно, вот в свете того, что говорит господин Тулбери, технократическое правительство, ПАС, который имеет большинство в парламенте и всегда может выставить вотум недоверия правительству, если господин Мунтян, скажем так, станет слишком самостоятельной фигурой. Мы же не исключаем такой момент. Да, конечно. Потому что они имеют достаточно голосов для того, чтобы отправить его в любой момент в отставку. Продолжать свой бизнес. Насколько вот его такие заявления, на ваш взгляд, ну, на практике будут реализованы? Ну, давайте начнем с того, что господин Мунтяну, человек, который, по сути дела, сам себя сделал, это люди, которые внушают уважение и доверие. И, ну, это с одной стороны, с другой стороны, это человек умный, который говорит прежде всего то, что от него ждут, чтобы он сказал. Это первое. Второе, вы знаете, мне не нравится принцип формирования, ну, это мое субъективное мнение, принцип формирования, скажем так, кабинета министров. Прежде всего, на мой взгляд, данный кабинет министров, конечно, необходимо сократить как минимум вдвое, потому что у нас и население сократилось вдвое, плюс ко всему, значит, в нашей стране очень большие расходы на содержание всего чиновничьего аппарата, а это люди, которые не приносят прибыль, а только одни расходы. Значит, это первое. Второе. Я полагаю, что любому руководителю, который приходит на какое-то предприятие, где расшатана вся экономика этого предприятия, а надо дать должное, что у нас кризисная ситуация в Республике Молдова, надо этому человеку дать полный карт-бланш в руки для того, чтобы весь кабинет себе специалистов он выбирал сам и сам отвечал за них. И все вот эти вот вещи, конечно, да, можно, конечно, консультироваться со всеми партиями по поводу того, что это, конечно, заложено у нас в законе для того, чтобы назначать министров, но прежде всего нужно дать человеку возможность сформировать свою команду и потом уже требовать с него по поводу того, что мы тебе дали все возможности, а где результаты. И потом уже, то есть я за то, чтобы дать положенные 100 дней и потом посмотреть на результат. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня у нас в студии. Напомню, что вы смотрели программу «Лав о главном». Сегодня мы говорили о главных политических событиях ушедшей недели. Оставайтесь с Лав МД и не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях. В следующий понедельник, как обычно, мы с вами попытаемся проанализировать политические события этой недели и о том, как это может повлиять на Гагаузию и политические процессы, которые идут в автономии. Оставайтесь с Лав МД. Семья – это все-таки про границы, потому что в семью приходят личности, и никто никому не принадлежит всецело, потому что в абьюзе обязательно должна быть жертва. В моей семье принято так-то, так-то и так-то. Каждый из них личность и имеет какие-то границы. Чрезмерное проникновение, да, за границы
часто приводит, кстати, к абьюзу. Семейная система качественно строится только на доверии. Бывают сложности, важно их обговаривать, важно обсуждать и важно продолжать. Всем привет! В эфире подкаст на LoveMD. Сегодня мы будем говорить про абьюзивные отношения в семье. Это та тема, которая сегодня очень часто раскрывается психологами, очень часто обсуждается на просторах интернета, кто такой абьюзер и что делать с этими абьюзивными отношениями, оставаться, терпеть или уйти из них, или пытаться с ними бороться и наладить отношения. Сегодня мы поговорим с Людмилой Юрьевной Бешим, психологом, нашим постоянным гостем. Здравствуйте, Людмила Юрьевна. Абьюзивные отношения. Во-первых, давайте мы с вами определим, что же это за отношения, чтобы люди понимали, что да, у меня абьюзивные отношения или нет, я с этим еще не сталкивалась. Если самое короткое определение абьюзивных отношений, это отношения, в которых один из партнеров пытается иметь власть и контроль над другим человеком. То есть это только один? Тут оба не могут в отношении друг друга проявлять абьюз? На самом деле это сложно. Если оба пытаются проявлять абьюз, то это уже конфликт. Ага, то есть это уже другое понятие, другое измерение. Да, потому что в абьюзе обязательно должна быть жертва. Хорошо, а вот такой момент, когда эти отношения могут начаться? То есть они изначально были, или они могут быть результатом какого-то аспекта, который вот просто как катализатор возродил этот абьюз в семье? Но если мы говорим о семье, давайте немножко скажем о том, что это за конструкция такая. Дело в том, что семья, если придерживаться одной из концепций структуры семьи, нужно сказать, что это система. Это система, из которой мы выходим. Мы всегда в какой-то семье находимся. Да? Мы часть родительской семьи и выходим из родительской семьи с определенной конструкцией. Почему система и что такое система? Система – это взаимная зависимость. Когда мы находимся в системе семейной, мы находимся в системе взаимной зависимости и правил. То есть система может существовать только в ряде правил. Мы выходим из семьи с определенным количеством правил семейной жизни. Другой человек, наш партнер, выходит из своей семьи тоже с определенным сводом правил, с конституцией определенной, да? И два молодых человека приходят в единое пространство, говорят, у нас будет семья, мы семья. Что дальше? Дальше каждый из них может предъявлять, говорит, ты знаешь, в моей семье принято так-то, так-то и так-то. А другой говорит, нет, в моей семье принято так-то, так-то и так-то. И задача работы над этой системой, она строится, эта система строится, и задача выстроить ее по правилам. И заложить новый свод правил, который будет соответствовать этой семье. Дело в том, что эти правила могут заложиться деструктивно. Если мы заложили с самого начала правила, что кто-то может проявлять агрессию, кто-то может контролировать мою жизнь. Точно так же, как в предыдущих программах, когда-то мы с вами говорили о подростке, семья – это все-таки про границы, потому что в семью приходят личности, и никто никому не принадлежит всецело. Да? Мы говорим о принадлежности семье, системе, но сегодняшняя личность в современной цивилизации человек не может принадлежать другому. Никто не покупает себе жену или мужа, да, чтобы в рабство. Люди приходят... Благо Колым отменили. Люди приходят в партнерство. Когда люди приходят в это партнерство, важно понимать, что каждый из них личность и имеет какие-то границы. Опираясь на собственные исследования по поводу семьи, я когда-то выясняла, интересно, патриархальные ли наши семьи. И если у людей вот в нашем социуме страсть к патриархальности, и оказалось, что абсолютно нет.
Абсолютно нет. Никто не желает жить в патриархальных нормах. Что такое патриархальная норма? Это когда мужчина в семье отвечает за все, за ценности, за финансы, за ценности моральные, материальные, за отношения, за движения, за то, как кто одевается, за то, как кто ведет себя. То есть в том числе и мужчины тоже не готовы к такому раскладу, да? Очень большой уровень ответственности. И кроме того, мы живем в абсолютно другом мире. В этом мире рынок труда открытый для мужчин и для женщин. И рынок труда нам нужен порой не только за тем, чтобы зарабатывать деньги. И те, и другие могут зарабатывать деньги, мужчины и женщины. Но кроме того, для самореализации. То есть реализация, если у женщины раньше была патриархальная модель, реализация женщины в семье, то сейчас женщина может иметь много разных средств самореализации и имеет на это право. И когда речь идет о границах, кстати, что я выяснила в своем исследовании, что вот с границами у нас плохо. Мы считаем, очень многие молодые семьи считают, что если мы партнеры, то границ нет. Нет границ, все общее. Чрезмерное проникновение, да, за границы часто приводит, кстати, к абьюзу. То есть, ну, элементарный пример, нет паролей. В твоих социальных сетях для меня нет паролей. Как-то вообще звучит странно, да? Это неправильно. Но для некоторых семей это считается, и для отношений досемейных, считается как доверием. На самом деле это абсолютно бестолково. И полный контроль. Логики в этом нет никакой. Этот полный контроль спрашивается зачем? То есть отсутствие доверия. И вот здесь жертва абьюза как раз-таки не чувствует вот того, что он находится в токсичных отношениях. Жертва абьюза вначале может думать, как классно он или она обо мне так сильно заботится. Вначале это выглядит как забота, вот этот чрезмерный контроль. Ты ела, ты ел, ты то сделала, это сделала. То есть чрезмерный контроль выглядит как забота, но в какой-то момент времени эта забота может превращаться в контроль. А контроль над другим телом и над другой личностью – это уже абьюз. В какой момент женщина или мужчина должны понимать, что они стали жертвой абьюза? В семье очень сложно отследить. То есть, когда мы постепенно входим в эту ситуацию, то как-то даже и не чувствуем, потому что изо дня в день это происходит. Потихонечку все больше и больше появляется контроля. Ну, в какой-то момент человек должен почувствовать дискомфорт. Вот дискомфорт, что-то мне не нравится, когда так много контроля надо мной. Это мне доставляет неудобства, это мне неприятно. Человек должен это отследить. Как только он замечает, что, ну, на самом деле, чрезмерный контроль как-то. Смотрите, любой контроль означает отсутствие доверия. Вообще семья – это люди оба, да, которые входят в отношения доверия. Семейная система качественно строится только на доверии, с пониманием того, что это личность, отвечающая за свои поступки, понимающая свои поступки и действующая во благо семьи. Если нам не доверяют, значит, не верят в то, что мы можем действовать осознанно и сознательно. А здесь, знаете, я хотела обязательно обсудить одну вещь. Для меня это очень важно. И в менеджменте, и в семейной системе нам важно понимать, если мы выбрали себе определенного партнера, то это достойный человек. Как только мы начинаем ему не доверять, мы имеем в виду, что он недостоин. Мне здесь очень нравится такая аналогия, вот когда предприниматель или чиновник, начальник нанимает сотрудников, а потом говорит, что эти сотрудники какие-то плохие. Чей косяк, кто набирал персонал, кто принимал этого человека на работу. Вообще хороший менеджер, он всегда гордится своими сотрудниками. Он говорит, мои сотрудники самые лучшие. Точно так же про семью. Если мы женимся или выходим замуж осознанно, важно понимать, что мой партнер самый лучший. Мой партнер – это тот человек, которого я выбрал. Если я плохо выбирал, значит, со мной что-то не так. То есть здесь вопрос не только в жертве, но и в самом абьюзе. Конечно. Ну, причины абьюза, они, в принципе, не в высокой самооценке партнера. Так ведь?
Чаще всего абьюзер — это человек, у которого низкая самооценка, который боится, что его обманывают, который боится, что за его спиной, да, могут как-то себя вести без уважения к нему. И он это уважение может вытребовать через абьюз. То есть у него самого низкая самооценка, но при помощи каких-то инструментов абьюзивных он пытается себя самоутвердить. И чаще всего семейный агрессор, он в социуме недополучает, то есть он не получает достаточно уважения и внимания. И семья такая система, где люди слишком близки. Общее пространство дома, все общее, да. И здесь легче всего нанести боль другому человеку, потому что мы очень близки, очень рядом. Угу. А как в этих отношениях проявляются дети? Это отдельная история, она самая сложная на самом деле. Очень многие абьюзивные семьи не замечают, что в том пространстве, где происходит насилие, у них друг по отношению к другу есть дети, что эти дети страдают. Есть такая простая позиция. Дело в том, что если в мире война, а в семье все благополучно, то ребенок чувствует себя прекрасно. А если в мире благоденствие, а в семье война, то ребенок абсолютно неблагополучен. То есть у него есть чувство, что весь мир рушится, когда папа с мамой ссорятся. Почему-то очень многие родители этого не знают, хотя это достаточно старая истина. То есть наши бабушки и дедушки всегда говорили о том, что при детях выяснять отношения ни в коем случае нельзя. Нельзя умалять авторитета родителей друг друга. Да? Если родитель имеет какую-то воспитательную идею по отношению к ребенку, другой не оспаривает при детях. Да? То есть ожидает того случая, когда смогут поговорить наедине. Вот это где-то мы потеряли. Да? Ну, на самом деле у молодежи очень много проблем с пониманием того, как конструируется семья. Многие молодые семьи не имеют примеров качественных. Да. Ну, нынешнее поколение, большинство из них, по крайней мере, выросло без родителей, либо с одним из родителей, либо с бабушками, с дедушками, которые, в принципе, уже на той стадии отношений, когда либо кто-то из них умер, да, или кто-то уже друг друга уже не видеть, не знать не хотят. Да? То есть такие отношения тоже бывали в том возрасте, да, когда людям за 70. Конечно, модели просто не было. И сейчас эти люди уже создали свои семьи. И какую модель им передать дальше? Ну, смотрите, здесь очень важно понимать, чего я хочу. Да? Чего я хочу от жизни. Молодежь много читает. Когда конструируется новая семейная система, очень важно достаточно коммуникаций. То есть коммуникации первичны в семейной системе. Говорить. Я очень часто говорю с женщинами о том, что свое недовольство какой-то ситуации важно вовремя выговорить, потому что когда женщина терпит, или мужчина, да, или тот и другой, или другой партнер может терпеть из любви, как бы. Но это на самом деле не самый лучший вариант, потому что количество того, что мы терпим, постоянно нарастает. И наступает момент, когда все очень странно. Ну, как это ты не терпишь? Всегда терпела или терпела, а теперь говоришь, нет, как это? Мы привыкаем очень быстро к отношениям. А почему нет коммуникации? Потому что нам бывает несколько вариантов. Нам бывает лень высказаться, не хочется, так сказать, пускать волну, вроде так все нормально, или же мы не знаем как, или же мы не имеем опыта, как коммуницировать. Вообще все отношения, которые строятся между мужчиной и женщиной, они же строятся на предварительных коммуникациях. Когда люди встречаются, предполагается, что они много общаются. Ну да, естественно. Но я часто вижу у нас в парке, когда парень с девушкой сидят на свидании, оба в своих телефонах. Ну, к сожалению, коммуникации не хватает очень серьезно. На самом деле их не хватает и в семье тоже, потому что молодые семьи очень зависимы от гаджетов. И порой вместо того, чтобы поговорить, каждый садится в свой телефон. А говорить это базово для того, чтобы строить семейную систему. Потому что, знаете, на самом деле, если говорить о возрасте семьи, на протяжении там большого количества времени, семья, молодая семья, зрелая семья, это все подготовка к тому, что семья когда-то станет семья пожилых людей, семья
престарелых людей, потому что это возраст, когда людям очень важно коммуницировать. То есть семья, где пожилые супруги, это супруги-друзья, да? Когда семья к этому возрасту, хорошо, когда семья к зрелому возрасту вышла в дружбу, потому что дружеские отношения супругов – это очень склеивающая вещь. То есть общие интересы, общие темы, которые можно обсудить, общие какие-то дела, действия, да, в которых можно участвовать. Это то, что сплачивает семью, потому что, ну, то, как, вы знаете, молодежь очень сильно идеализирует семью. Ну, семья – да. это любовь, многие говорят, если про ассоциацию, да. Бесспорно, что любовь, но кроме любви еще Достоевский говорил, что семья – это очень серьезный труд, да, действия, договоренности. Ну вот какие методы могут использовать семьи для того, чтобы все-таки закончить этот абьюз в семье, да, проработать, да, какие-то отношения? Или в этом случае лучше, как говорится, развестись, и каждый идет своим путем? Алла, молодые семьи во многих ситуациях так сегодня и делают. Если у нас до 80-х годов в Республике Молдова на 100% браков было 10% разводов, то сегодня более 50% заключаемых браков распадаются. Ну, то есть понимаете, с чем это связано? Ну, ситуация другая, ментальность другая. И люди не хотят на это тратить время. Не получилось, ну, значит, и не надо. Но дело в том, что важно понимать, что готовые супруги по параметрам нигде не выдаются. Ну, естественно, но есть ли, допустим, служба, куда можно, допустим, обратиться парам и, ну, проработать эти моменты, да? Может быть, есть какие-то службы с психологами? Институт семейного консультирования существует, конечно же, в нашей стране он тоже существует. В нашей не такой большой местности он тоже существует. Хочу сказать, что ко мне чаще всего обращаются тогда, когда собрались разводиться, или уже развелись, или испытывают сложности. Конечно, лучше раньше. Лучше раньше, когда чувствуются первые вот такие вот сигналы напряжения, недопонимания. То есть на самом деле вот у нас в стране есть система регулирования насилия в семье, есть 45-й закон, который рассматривает это как уголовное преступление. Но у нас в стране очень мало превентивных мер. Я всегда это говорю, что поддержка молодой семьи, психологическая, социальная поддержка молодой семьи необходима. Сегодня в Кишиневе есть достаточно много семейных психологов, к которым семья может прийти. Но не любая семья, во-первых, приемлет психологическую помощь, во-вторых, имеет материальные возможности. Да. Поэтому государственный институт, который бы помогал, вот, я не говорю про уже случившееся насилие, я говорю про превентивные меры. Вот такие превентивные поддерживающие меры просто необходимы. Кроме того, я говорю из того, что у нас есть родительские семьи, которые бы не вмешивались, кто прав, кто виноват, а были бы достаточно мудры за тем, чтобы поддерживать супругов в том, и разобрать ситуацию. Да, поддерживать супругов в том, что бывают сложности, важно их обговаривать, важно обсуждать и важно продолжать. Да. Ну, наверное, в этих отношениях нелегко как жертве, так и абьюзеру. Да? У него тоже есть свои причины, почему он проявляет агрессию по отношению к своему любимому человеку. Да? Как помочь ему в этом случае, да, выйти из этих агрессивных отношений? Если достаточно рано начинать обсуждать эти вещи, то даже вот в этой партнерской группе муж и жена, да, на ранних стадиях, если партнер, по отношению к которому абьюз не возьмет на себя роль жертвы, а возьмет на себя роль говорящего, он может обратить внимание абьюзера на то, что он действует не совсем качественно для себя, потому что в этих отношениях абьюзеру некомфортно. Он же хочет все время контролировать, он же хочет все время держать все под своим контролем. Это же вообще неудобно. Если партнеры договорятся, что можно разделять контроль, что можно слышать друг друга, что можно доверять, что доверять можно, потому что абьюзер не допускает, что возможно доверять. Надо контролировать, надо все время следить.
Хорошо, ситуацию. А если жертва выберет, ну, если жертва поймет, что в отношении него есть абьюзивные отношения, и он решает точно так же относиться к своему супругу, да, ну, например, да, и точно так же контролировать и выражать свою агрессию. В таком случае предыдущий абьюзер, да, он может успокоиться, да, то есть он может понять, что он находится в чужой тарелке и увидеть ситуацию с другой стороны. Но это уже не абьюз, это уже конфликт. Дело в том, что когда люди вступают в отношения, в которые у каждого своя позиция, и это деструктивный, кстати, конфликт, когда каждый пытается доказать свою позицию, тут тоже нет эффективного выхода, потому что в деструктивном конфликте каждый гнет свою линию, пока не сломает. То есть все-таки нужно сесть, обсудить, отметить болезненные точки, да, я так понимаю, и уже от этого исходить, как закончить конфликт. Как действовать. Смотрите, человек, которого пытаются поставить в позицию жертвы, должен сказать, что конкретно его не устраивает. Он должен это проговаривать, потому что брак был по любви. У нас других форм брака на сегодняшний день, я не знаю, договоренных браков у нас нет. Обычно молодежь женится по любви. Важно сказать, что не устраивает, и чего он хочет по отношению к себе. Потому что иногда, как вы говорите, абьюзер не знает других форм взаимодействия с партнером. И это опять возврат к тому, что нужно обговорить условия существования этой системы. Потому что неблагополучие одного члена этой системы вызывает неблагополучие другого. Ну да. Спасибо, Людмила Юрьевна. Сегодня была такая заключительная тема в ряде подкастов. Я надеюсь, что мы еще не один раз здесь с вами встретимся и обсудим другие аспекты, связанные с психологией, с семейной психологией, с личностной психологией, с подростковой психологией, потому что, к счастью, сегодня это доступно, к счастью, сегодня многие люди понимают, что психолог – это тот человек, который может очень легко раскрыть ситуацию, разрулить, иногда просто показать правильный путь, по которому потом можно пойти и с легкостью решить какие-то проблемы. Спасибо вам за то, что вы никогда нам не отказываете и готовы всегда прийти к нам на помощь для того, чтобы наши зрители получили колоссальное удовольствие и массу информации. Мне это очень приятно делать. Спасибо, что приглашаете. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. Мы заканчиваем наш цикл программ с психологом по работе с подростками, по работе с семейной психологией. Я надеюсь, что эти 4 подкаста были для вас полезны, и все советы вы обязательно будете применять. И надеюсь, что в вашей жизни не будет абьюзивных отношений. Всего хорошего. Петр Иванович! Ваня? Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Мне подсказали, что... Очень приятно. Мне подсказали, что вы мастер по изготовлению музыкальных инструментов. Я хочу, чтобы вы научили меня тоже. Вам правильно подсказали. Если что-то от меня зависит, то я вас научу делать инструмент. Спасибо. Не за что. Проходите.
Я как бы играю на флуэре с детства. А сам начал делать, сначала делали, знаете, как непрофессионально, так находили железные трубочки, и отверстия делали и играли на нем. Но потом я уже, когда учился в Сороках, и мы начали играть на инструментах, и я уже играл на флуэре, ковали, на кларнете. И потом я купил книгу, где были все инструменты, такие, как изготавливают эти инструменты. И вот я заразился этим, сделал один инструмент, потом второй, третий. Ну, тем более я как бы выучился я у меня первая профессия токарь. Купил себе станок и начал заниматься. Это у меня как хобби, я дома делаю эти инструменты. Вот ковалы, гайды, каушей, флеера. Вот сейчас из представленных вами инструментов, какой самый старый? Здесь? Да. Самый старый вот этот. Это средний ковал считается. Я его делал где-то лет 25 назад. А вы можете сыграть нам на каком-то из этих музыкальных инструментов? Конечно, смогу, почему нет? Вот, например, на этом ковале вам сыграю. Это ковал, на нем играют, знаете, такие жалостные мелодии. Но есть у нас флуэра, которые чабаны наши играют на нем в основном. Ну, там уже тут наши кадынджи можно, марамы можно. Вот так. Ну, я надеюсь, вы покажете нам, как изготавливают такие музыкальные инструменты. Сегодня сделаем инструмент, который называется флуэр. Флуэр ми минорный сделаем. Я надеюсь, что у нас времени сегодня хватит, чтобы хотя бы половину этого инструмента сделать, потому что это очень долгий процесс. Первым делом, смотрите, я сушу. Сначала вот такие заготовки делаю, сушу их. Это я привез с Буковины. Это дерево называется именно бук. Это из Карпат. И лет 15 назад я привез оттуда несколько штук. И вот они 15 лет высохли. И после 10 лет, 12 лет можно уже делать инструменты. И вот сейчас мы попробуем, посмотрим, что получится с этого дерева. Потому что не с каждого получается. Некоторые портятся во время работы, некоторые трескаются после работы. Ну так, я надеюсь, что сегодня у нас получится. С чего начинается процесс изготовления? Процесс изготовления начинается, это вот токарный станок специально для обработки и железа, и дерева. И вот мы сначала ставим, фиксируем дерево, фиксируем сначала здесь, на станке. Вот так это происходит, чтобы найти центр. Примерно мы находим центр. Думаю, что центр возьмет. Вот так и зажимаем. Нажимаем тут. И вот теперь можно включать станок и начинаем обрабатывать дерево. Ну вот так вручную она и делается.
перед последним разом останавливается станок, и я смотрю, нет ли лишних трещин, чтобы потом зря уже не делать дальше. Поменять надо будет. Пойдет. В чем секрет качественного флуэра? Секрет качества – это только дерево. Если дерево хорошо сушеное, качество будет очень хорошее. Но когда уже инструмент изготавливается, после того года 3-4 на нем надо играть, чтобы он как бы созрел, этот инструмент. При игре он еще созревает, этот инструмент. Как бы становится действительно с ним же можно. Чем старее инструмент деревянный, тем он лучше изучит и качество звучания все. Ну вот смотрите, сейчас она уже почти, вот эта сторона уже готова. Сейчас я приступаю к шлифовке. Берется наждачная бумага. Можно двоечку, можно троечку сначала. И шлифуем. Она так шлифуется. Ну, вот это предварительная шлифовка. Потом она еще будет шлифоваться нулевкой. Сейчас я сделаю, как бы подукрашиваю немножко, чуть-чуть. Ну вот мы померили. Тут у нас должно быть 19. Она у нас так и есть 19. Сейчас я его порежу. Уже какая длина должна быть. И потом развернем его и будем сверлить отверстие для создания инструмента. Все хорошо. Сейчас.
Ну вот мы завершили процесс сверления. Сейчас мы приступим к сверлению отверстий для пальцев. Для этого мы вот такую черту проводим, чтобы они были на одном уровне. Вот так. Сейчас отмечаем их расстояние. Все. Теперь приступим к сверлению. Ну вот и все. Сейчас я делаю свистковое отверстие. Это самое трудоемкое и очень точно здесь нужно. Если мы вот здесь ошибемся хоть на доли миллиметров, то этот инструмент уже не будет звучать. Вот здесь самая нужна точность. И сейчас я его начинаю обрабатывать. Он должен идти под конусом. Поэтому начало это очень тяжело. Ну а теперь мы выжигаем вот эти отверстия. Выжигаем их с помощью железного приспособления. Я их приготовил заранее, они именно этого размера. И мы обжигаем, чтобы не порвались бока флуира. И вот оно делается вот так. Вот. Сейчас мы ставим его обратно. Пускай наберет опять температуру. И это уже другого размера. Третье отверстие должно. Вот это мы должны сделать с этим. То есть это отверстие больше, чем да, остальные? Да, они разные. Всех разные. После того, как мы обожжем вот эти отверстия, потом мы сделаем шлифовку этих с внутренней стороны и с наружной стороны вот этих отверстий. И потом дудочка должна стоять 2-3 дня и сделаем первую покраску. Она красится 6-7 раз. И пока не наберет свой цвет, 6-7 разов надо ее красить. И потом уже можно пробовать инструмент настроить. Настраиваться, вот это я же говорил, делаем вот это свистковое отверстие, и оно настраивается под камертон, чтобы оно звучало, и можно было играть на нем в оркестре, чтобы этот инструмент звучал. Петр Иванович, что для вас музыка?
Музыка для меня это вся моя жизнь. Я с детства любил музыку, потом пошел профессионально учиться этому. И вот уже около 40 лет профессионально занимаюсь музыкой. Знаете, пишу песни, играю на инструментах. Если бы была у вас возможность заново начать вашу жизнь, вы бы выбрали бы еще раз музыку как свое основное направление в жизни? Наверное, да, потому что, как говорится, это судьба. Наверное, да. Петр Иванович, вам спасибо за то, что приняли нас сегодня. Нам было очень интересно посмотреть, как делаются настоящие музыкальные инструменты. Огромное вам спасибо за то, что сегодня были со мной и увидели этот труд. Действительно труд, который надо вложить хотя бы на один инструмент. Вы сами увидели, что за один день невозможно сделать инструмент. Так как мы его не закончили, я вам дарю законченный один из моих инструментов. Спасибо вам большое. Спасибо. Все. До свидания. До свидания. Депутат от округа – это, безусловно, лидер, у которого огромный груз ответственности, потому что на сей раз в тебя люди поверили. И законотворческая деятельность – это нелегко. И я хочу сказать, всегда буду благодарить чешмекойцев за возможность попробовать себя в роли депутата. И это было очень ответственно, и я относилась к этому очень старательно. И мне кажется, что нам удалось вместе с коллегами те законы, которые сегодня еще работают в Эгузе, слава Богу, они все-таки приносят пользу людям. И мне кажется, это был очень хороший опыт для нас, как для депутатов, и для наших избирателей. Давайте вспомним картину очень многих созывов. 5-й созыв. Дрались. 6-й созыв. Слава Богу, драк не было. Не было. Все же не было. Женщин было больше, кстати. Ну, одно с другим не связано, но все же драк не было. Теперешний созыв. Мы видим эти заседания? Ну, конечно, это отпугивает женщин. Конечно, это отпугивает женщин, потому что я так думаю, что женщины смотрят и думают, ну зачем оно мне надо? Но почему я должна сидеть вот в этом составе депутатов и что-то там доказывать? Для меня семья всегда была очень, я не знаю, самой главной опорой. Что бы я ни делала в своей жизни, это было заведование кафедры, это было руководство на ГРТ, всегда меня поддерживала моя семья. Я могла находиться на работе столько времени, сколько мне нужно. И если в женщину дома не верят и не позволяют ей реализовывать себя на работе, это очень плохо, и это закончится разочарованием.
Geldiler o zaman komşular gezerdi. Stiklerini arardılar, ne bulurdular, aldılar ekinleri. Beygirlerimizi aldılar, inat çaldılar, önce basar. Karayı başka bak, geri sarkayır, pelikleri sarkayır, başka bak. Yumuşlanca çuval, ölüleri götürürler mezarlığa. İme vardı, hayvan vardı, domuz tutardık. Babam saygılı adamdı, gospodar adamdı. Vardı hepsi. Sonra açık, böyle 45'te oldu kurak, temizlisinde adı yağmış yoktu, kurak. Papçucuklar tibleydi, hepsi yandılar. Sonra getirdik koçancıkları. Sonra o gün bizim geldiler, babamızdan aldılar yemeğimizi, hambarı boşalttılar, tavanları boşalttılar, vardı bir klinikte yapmışlardı, klinik derler o zaman, tuzak koyarlar. Bir büyük kuyu, 12 kilo ekin. Geldiler o zaman komşular gezerdi, stiklerini arardılar, ne bulurdular, aldılar ekinleri. Altı taliga ta bizden, biz de orada Manavçıların yanında toyunda, Tatyo Gaytaların yanından 36 taliga ekinleri aldılar. Sonra oldu 45'teydi bu. 46'da oldu açlık. Benim babam 45'te o gün hastalandı, kahırdan toy ekinleri aldılar. Düşecekler de yürüldü de tez adam 5 ayın içinde yürüldü. Kahırdan. Biz kaldık imamın başına 5 uşak. İmam o vakit açık geldi. Avrupa taraf tülerdi. Organize bunu giderler Kongo'da, giderler çadıra. Yerde sarıdı bacaklarına. Vardı başka kavadırlarda. Çarık vardı diğeri boy şubaları. Giyirdi, yayan giderler, gelirler, satarlar, almış. Öyle pesmetçik, 1-2. Almış bir kançereyle satarlar, önce kançere boya korup kalabiliyorsunuz. İkin mi, papşoy mu, çavdar mı gelirdi, köşede de kaya çekerdim ama yapardı, jandra derler. Dökerdi kalıyla tepsiye, zaten bir su vardı. Pay ederdi bize. Ne zaman silah, ne zaman prost çıkardım ama bize atlıktan. Yaşadık. Hep biraz kuraktı ama. Oldu biraz. İlk kez geldi, babamlar nasıl yaptın? Hayvanları da aldılar. Beygirlerimizi aldılar, inat çaldılar, önce basar. Mamalar o zaman değildi böyle o şimdi, kendi tarlan vardı. İkini atarlar elini de kazmayla kazdılar. Oldu vuracağı, sonra papşı oldu da insan katlandı. Bir tane dirildik. Yaşamak oldu.
Bizim mahallede ölmüştü insan da ben de uşaktınca çıktım açan kapının önündeydim avul oynamıyorsa uşaktınca. Da kızak vardı kızak o zaman büyük kızak. Atmışlar kıza karıyı başka bak sıgıya doğru sarkayır pelikleri sarkayır başka bak yuğmuşlanca çuval ölüleri götürürler mezarlığa da devirdiler taligayı. Ne var? Indi kazırla da taligayı da yoktu sıracıkla. Bir hangisi ayakta derdiler, hangisi de töleti oldu. Zor akıdı geçirdi. Görmezsiniz bunları. Ben de derim yetişmeyeyim bu ağaçlara. Pek çok insan öldü. Pek çok öldü insan ağaçta. Pek çok. Здравствуйте, вы смотрите программу «Лавзона» в студии Петр Гарчо, и сегодня вместе с политическим аналитиком Виктором Чабану мы обсудим последние политические события в Молдове. Господин Чабану, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день. Хотелось бы начать, состоялось на этой неделе первое заседание нового Кабмина во главе с господином Мунтяну. И там было несколько решений, то есть даже повышение стипендий для юных спортсменов, которые добились высоких показателей. Но было еще одно решение, оно такое больше интересно с точки зрения политики. Закрытие Русского дома в Кишиневе. То есть правительство на первом же заседании расторгло соглашение между двумя странами, между Молдовой и Россией. О закрытии Русского дома, в принципе, говорили, по-моему, если я не ошибаюсь, еще с прошлого года. Либо в первой половине 25-го. Как вы считаете, это все-таки политическое решение? То есть, или же вы видите действительно, что Россия в реальности использовала подобные центры для дестабилизации Молдовы? То есть изнутри. Несомненно. И здесь я
могу сослаться на многочисленных комментаторов и аналитиков, в том числе зарубежных, которые открытым текстом говорят о том, что вот эти русские дома, называемые центры культуры и науки, на самом деле являются рассадниками спецслужб на территории бывших советских стран и в том числе и в зарубежных странах. Многие страны уже давно это поняли и закрыли эти русские дома. Вот у нас такое запоздалое решение, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Обращаю внимание на то, что социалисты дежурно заистерили по этому поводу, даже заявили, что обратятся в суд. Ну, я бы им советовал сразу в Гаагский трибунал обращаться, поскольку государство-террорист Россия должно судиться именно там, на мой взгляд. А как вы считаете, будут ли последствия этого решения, я имею в виду ответная реакция со стороны России? Но, насколько я понимаю, у Молдовы нет молдавского Российской Федерации для того, чтобы ответить симметрично, как это принято. Но я ожидаю дежурных истеричных заявлений со стороны Захаровой, ну, и прочей пропагандистской компашки кремлевской по этому поводу. Опять жуткие фразы про то, что ущемляется русскоязычное население. Теперь они лишатся доступа к великой русской культуре. Хотя, если говорить о русской культуре в ее нынешнем выражении, то, наверное, такой русской культуры нам все-таки не надо. Если говорить вот о влиянии России на Молдову, за последние годы сложилось впечатление, что ситуация изменилась. То есть из страны, которая и в экономическом плане, во многом даже в социальном плане, потому что многие работали в России, да, граждане Молдовы выезжали туда работать, сложилось впечатление, что наша страна стала значительно отдалилась и стала более независимой. Вы как видите, мы все-таки еще зависим от России или же практически не зависим? Я думаю, что практически мы уже не зависим, по крайней мере, в том плане, как это принято было считать, и до сих пор еще педалируют некоторые оппозиционные политики. Это, я думаю, что уже лет 20, по крайней мере, после винного эмбарго, мы начали переключать свой экспорт, постоянно поменяли его с тех 70%, которые направлялись в Россию и страны СНГ, сейчас вот эти 70% направлены экспортные потоки в страны Евросоюза. Это по экспорту. Кроме того, по импорту мы практически отключились от российской газовой трубы или даже иглы, если выразиться метафорически, мы больше не зависим от единственного источника поставки газа, энергетических ресурсов в целом из Российской Федерации. В общем-то, вот этот процесс отделения произошел. Энергетически мы независимы, экспортные наши потоки направлены в другие страны, поэтому Россия еще влияет достаточно сильно, но это уже влияние другого рода. Экономически Россия не может оказывать на нас давление, поэтому
Это в рамках той самой гибридной войны, развязанной у нас на территории, оказывается в первую очередь пропагандистское давление, и в период электоральных кампаний идет вот это массированное забрасывание грязных денег, в первую очередь вот через ту самую сетку Шора, ну и других прокси кремлевских, которые также тиражируют кремлевские нарративы у нас на территории. Поскольку сейчас выборные кампании закончились, мы наблюдаем некое затишье, хотя периодически пропагандистские нарративы мы видим, вот в том числе и то, о чем я говорил только что, о том, что вот социалисты просто грудью, так сказать, на амбразуру пошли и будут в суде защищать русский дом в Республике Молдова. Думаю, что безуспешно. Касаемо санкций против Лукойл, ну, там еще была Роснефть, по-моему, да, на 2 компании, но нас интересует в Молдове именно ваши санкции против Лукойла, потому что эта компания представлена в нашей стране, даже некоторые госучреждения через тендер закупали у них топливо. Вот эти санкции, это все-таки проблема для молдавской экономики, потому что до конца, то есть неясно, там мнения, в принципе, разделились. Кто-то говорил, что есть и другие компании, то есть мы сможем сразу быстро начать закупать топливо у других компаний. Кто-то говорит, что наоборот, Лукойл играл важную роль на нашем рынке, и так просто это все не пройдет. Лукойл был одним из крупнейших игроков на нашем рынке, в том числе монополистом по поставкам авиационного топлива в Кишиневском международном аэропорте. Поэтому здесь определенные проблемы есть, и их не скрывают, об этом упоминал в том числе премьер-министр Мунтяну в одном из недавних выступлений. Несомненно, процесс переключения на другие компании займет определенное время. Ну, насколько я понимаю, сам Лукойл получил вот тот самый месяц перехода и даже придумал некую хитрую, на взгляд, российский, так сказать, схему, когда Лукойл продает свои активы зарубежные вот тому самому Гунвору, который, как известно, тесно связан с Кремлем и в первую очередь непосредственно с Путиным. Это была специально организованная компания, которая занималась вот такими поставками нефтепродуктов в европейских странах и позволяла около кремлевским, так сказать, акторам накапливать активы непосредственно за рубежом, не возвращая их в Российскую Федерацию. Как это будет происходить в Молдове, мне не совсем понятно. Представительства этой названной компании у нас нет. Возможно, Лукойл попробует продать их какому-то другому крупному игроку на нашем рынке, а у нас их несколько. В общем, мы будем следить за этой ситуацией. Каким-то образом она должна разрешиться. Ну, те самые порядка 100 заправок, которые принадлежат Лукойлу в Республике Молдова, здесь, я думаю, что не критично, поскольку заправки у нас на каждом шагу, и заправляться можно не обязательно в Лукойле. Но в любом случае некий переходный период будем наблюдать и посмотрим, как разрешится эта ситуация. Хотелось бы перейти к такой тоже интересной политической теме. Судебное дело Олеси Стамати против партии ПАС. То есть она решила оспорить в суде
тот факт, что ее отстранили из партии, выгнали из партии. То есть Олеся Стамати, в принципе, играла важную роль еще несколько лет назад. Если я не ошибаюсь, она была одним из вице-председателей. Кажется, вице-председатель, да. В итоге был скандал вот с вот этим законом об амнистии. Олесю Стамати признали вот как виновной, да, потому что она предложила там определенные поправки. У госпожи Стамати другое мнение, то есть она уточняла, что ну так не только я предлагал поправки, то есть там был ряд решений, да, то есть и на ваш взгляд, вот это судебное дело, оно как-то влияет на репутацию партии ПАС, на рейтинги партии ПАС? Я думаю, что это не повлияет никак. Я расцениваю это как пиар-акцию Олеси Стамати, которая начала самостоятельную политическую карьеру. Значит, исключение из партии, оспоренное в суде, это такой интересный судебный прецедент. Ну, предположим, найдется некий суд, который решит восстановить ее в правах члена партии. И как себе Олеся Стамати представляет свое присутствие в партии ПАС, которая политическим решением просто исключила ее из членов партии. В общем, повторю, это исключительно пиар-акция Олеси Стамати, которая набирает себе очки, заявляется по совершенно различным поводам. И, в общем-то, это еще очередная такая попытка как-то засветиться в медийном поле. Насчет того, что она пытается эту ответственность как-то распределить, здесь я и соглашусь, и не соглашусь. Олеся Стамати играла ключевую роль, была председателем юридической комиссии, то есть все эти поправки проходили непосредственно под ее руководством, некоторые даже ей лично продвигались, но с другой стороны, конечно, это не снимает ответственности с правящей партии, в первую очередь с Минюста, который должен был отслеживать очень внимательно эту ситуацию, потому что там частично и закон об амнистии, частично там другие законодательные акты, поправки, которые вносились в действующее законодательство, в уголовный кодекс, которые сокращали эти сроки. Ну, а также на членов юридической комиссии в первую очередь, ну а также на всех депутатов, которые, в общем-то, на мой взгляд, все-таки перед тем, как голосовать, обязаны все-таки читать, что они голосуют. Поэтому здесь, да, и ответственность Стамати присутствует, но и ответственность всех остальных также не снимается. Касаемо нового правительства, нового кабинета министра во главе с господином Мунтяну, у меня сложилось впечатление, что нас еще до его назначения готовили к тому, что вот новый состав правительства, они должны будут принимать болезненные решения, то есть которые будут меры непопулярны в обществе, но которые важны для развития страны в более долгосрочной перспективе. И как будто бы вот нас вот подводили к этому. Вы как считаете, это действительно они будут так действовать, то есть и принимать такие резкие, но непопулярные, но при этом нужные меры? И может быть вам известно, о каких хотя бы приблизительно мерах может идти речь? Из того документа, который был назван программа правительства, я не увидел никаких резких и непопулярных мер, которые бы как-то повлияли, скажем, на имидж и рейтинг и правительства, и правящей партии. Назову один самый очевидный пример. Это
децентрализация и территориально-административная реформа, которых в программе просто нет. Там присутствует одна расплывчатая фраза о том, что добровольное объединение, значит, будет продолжено. В общем-то, вот это, наверное, было бы самой непопулярной, по крайней мере, среди части чиновников, части той администрации, которая в результате этой реформы была бы упразднена. Поскольку пока что ничего внятного мы не услышали ни от правящей партии, ни от правительства, все-таки будет или не будет. А я напомню, что спикер Гросу совершенно однозначно сказал, что следующие местные выборы мы уже проведем в новых условиях после проведения вот этой самой реформы. То есть пока я этого не вижу. Экономический рост, привлечение инвестиций, я считаю, что это сугубо такие положительно влияющие на имидж и вообще на благосостояние рядовых граждан вещи, которые могут вызывать отторжение, а напротив, даже по всем остальным разделам и министерствам, если пройтись, то, в общем-то, тоже вещи, скажем, энергетика, которая очень четко предполагает рост доли собственного производства и так далее, что строительство новых линий, что в конечном итоге должно привести к стабилизации, к диверсификации источников и в перспективе к снижению тарифов, в общем-то. Ну, и по всем остальным разделам, наверное, я бы тоже сказал, что я не вижу никаких опасных для нынешней власти, по крайней мере, непопулярных реформ. Ну, например, по вот эти популистские заявления, которые мы слышали всю избирательную кампанию, в частности, от Дадона, от Усатова, о том, что надо снижать, напротив, пенсионный возраст и одновременно повышать пенсии. Ну, это популизм чистой воды, я даже комментировать его не хочу. К моему удовлетворению премьер Мунтяну, отвечая на этот вопрос, избежал популизма и, в общем-то, сказал, что мы будем следовать общей мировой тенденции, когда возраст пенсионный повышается. И это и в Европе, и во всем мире происходит по той простой причине, что продолжительность жизни увеличивается, соответственно, ну, не секрет, пенсионный фонд у нас дефицитный, и, в общем-то, это задача, которая стоит не только перед нами, но и даже перед развитыми странами. Поэтому обращать внимание на популистские заявления в избирательной кампании, наверное, не стоит. Выборы прошли, началась повседневная работа. Ну, значит, здесь надо действовать ответственно. И повторю, что премьер даже не попытался пойти на поводу у социалистов и сказать что-то расстроительное. Он сказал, да, будем продолжать повышать. Он у нас, кстати, весьма постепенно повышается, пенсионный возраст. На этой неделе стало известно о том, что Евгению Гуцул, Башкан Гагаузии, грозит арест имущества на 1,2 миллиона леев. Это Нацоргом по неподкупности проверил ее реальные доходы и расходы, выявил проблемы. И там было указано, что дело передано в суд, то есть после акта Нацоргом по неподкупности передан в суд в случае, если
суд оставит в силе вот это вот решение, ГУЦУЛ грозит в том числе запрет занимать публичную должность на протяжении 3 лет. Довольно интересная новость. И я с точки зрения журналиста начал анализировать. Во-первых, почему только сейчас проверили? Потому что с доходами Евгении ГУЦУЛ на самом деле очень много вопросов было еще, когда она была кандидатом. Потому что мы помним, что у нее очень низкие были официальные доходы, в том числе в структуре Шора. И еще один момент, который удивил, то, что запрет занимать публичную должность на протяжении 3 лет. В судебном деле, то есть в котором она получила срок вот за вот этот ввоз денег, да, для незаконно финансированной партии, там не было, в решении суда не было запрета занимать публичную должность. То есть там был запрет занимать какую-либо должность в политических партиях. Сейчас в ближайшее время должно быть уже, по-моему, решение апелляционной палаты по ее делу, да, и на ваш взгляд вот эти вот новость со стороны нацоргана по неподкупности, возможно решение апелляционной палаты как-то связано или это никак не связано и не стоит тут создавать какие-то сценарии? Что касается органа по неподкупности, я бы вообще отметил его такие периодические, в общем-то, в достаточной степени случайные с точки зрения вот, мат-статистики такие решения, которые периодически появляются. Вот вы назвали ГУЦУЛ. Я бы здесь не строил сразу какую-то теорию заговора. Приведу простой пример. Ровно так вот сейчас под арестом находится Андронаки по делам, связанным в том числе и с кражей миллиарда из банковского сектора, с Металлферроз, с другими делами. И вот орган неподкупности вдруг сейчас, то есть это дела 2014-2015 года, и вдруг в 2025 тоже орган неподкупности констатирует, что у него доходы и расходы не совпадают. Хотя депутатом он был как раз вот давным-давно уже. То есть эти дела должны все-таки, на мой взгляд, появляться своевременно. Вот появляется новый состав парламента, новый состав правительства. Да? Первое, что должен делать вот этот орган по неподкупности, это проверять депутатов и членов министров, членов правительства, по крайней мере. Когда они появляются через 5 или через 10 лет, конечно, это вызывает определенное недоумение и вопросы, почему только сейчас. Но почему только сейчас, а действительно, вот если посмотреть в целом на молдавское правосудие, которое вот так вот раскачивается, но банковская кража произошла в 2014 году, у нас уже больше 10 лет. Если телезрители вдруг поинтересуются, а что? Ну вот у нас, да, сейчас даже Плохотнюк арестован, но Плохотнюку, например, предъявляются 39 миллионов долларов и 3 миллиона евро. Ну, грубо говоря, 40 миллионов, да, там, евро, не суть. Вопрос, где же все-таки миллиард? Да, кстати, Андронаки там вменяют, что он отмыл вот по этому делу 32, кажется, да, миллиона леев всего. То есть это такие, на мой взгляд, смехотворные, в общем-то, суммы и какие-то отдельные эпизоды. Мы же вспомним, нам долго говорили о том, что это дело очень сложное. Даже привлекали иностранных консультантов по этому поводу и получили целых 2 отчета Кроны.
Потом говорили, что дело очень сложное, и надо его разбивать на эпизоды. Вот такие вот эпизоды у нас появляются. Поэтому еще раз, возвращаясь к делу Гуцул, я бы здесь не смотрел на некий заговор, хотя мне почему-то казалось, что по уголовному делу фигурировал запрет на занятие должностей, но если вы сейчас утверждаете, что проверяли, его там нет, это, ну, наверное, это некая дополнительная сюжетная линия открывается по этому делу. Ну, я думаю, что в любом случае Гуцул будет осуждена апелляционной палатой, и здесь, так сказать, у нее физически не будет возможности по тому предыдущему делу занимать публичные должности достаточно длительные сроки. Ну, а то, что орган по неподкупности выявил несоответствие, это, еще раз говорю, это орган всех публичных политиков, деятелей, вообще говоря, из различных государственных структур проверять более регулярно и периодически, поскольку очень у многих, что вот эти несоответствия будут обнаружены между доходами и расходами. Господин Чубанов, буквально вот завершающий вопрос нашей сегодняшней программы. Он связан со сменой риторики властей Гагаузии. У нас сложилось впечатление, что местная элита начинает на перегонки ходить на интервью, открещиваться от связи с Шором. Дмитрий Константинов буквально вот в середине этой недели побывал в программе на ТВ-8, в которой пытался объясниться, говорил о том, что он, в принципе, там случайно и в Москве на съезде партии Блока Победа оказался, а на самом деле вообще у дочки в гостях был. Да, то есть, и, в принципе, там его Шор вообще обманул. То есть, видна смена риторики. Я так понимаю, что в Кишиневе ему не верят, потому что мы видели заявление господина Гроссу, спикера парламента и лидера партии ПАС, председателя. Как вы видите вот это вот разрешение кризиса между Кишиневым и Камратом? Потому что есть еще один важный момент, это в следующем году будут в любом случае выборы в НСГ, Народное собрание. И с большой долей вероятности и башка на Гагаузии. Да, но до выборов как минимум 4-5 месяцев, наверное, еще есть. То есть вы как видите разрешение этого кризиса? Конечно, я бы хотел дождаться результатов новых выборов, в том числе и в Народное собрание, и в том числе и Башкана. И почему-то у меня есть такая уверенность, что и изменения и там произойдут. И, так сказать, с чистого листа работать будет легко. А до тех пор вот эти несколько месяцев, да, мы будем наблюдать вот то самое переобувание политиков из Гагаузии. Вы привели пример Константинова. Я думаю, многие другие будут говорить примерно то же самое, что открещиваться всякими способами от Шора. С чем это связано? Ну, я думаю, что, во-первых, финансирование либо прекратилось, либо резко сократилось в связи с тем, что выборы прошли. Уже впредь, я думаю, проблемы, кстати, возникли у самого Шора, который попал под санкции со всеми вот этими его схемами, с этими компаниями А7, через Киргизию схемы и так далее. Это все подсанкционные уже компании. Поэтому, вероятно, такое легкодоступные деньги, которые разбрасывались по Молдове, они, по крайней мере, вот эти потоки сократятся.
В этой связи я думаю, что политики гагаузские вынуждены будут, еще раз повторю, переобуваться. Во-вторых, ну, не забудем, так сказать, и того, что совсем недавно директор службы информации и безопасности, так сказать, без предупреждения посетил Гагаузию и общался за закрытыми дверьми, значит, с руководством. Поэтому я думаю, вот все эти факторы понемножку влияют на то, что лидеры Гагаузии будут пытаться, ну, выстраивать, не знаю, в какой мере это будет уже конструктивный диалог с Кишиневым, но, по крайней мере, изменение риторики, о котором вы говорили, оно уже заметно, а будут ли за этим следовать конкретные шаги, ну, давайте посмотрим на все это. Здесь еще раз я хотел бы отметить позитивный настрой, заявленный Кишиневым в этой связи. Об этом говорил и спикер Гросу, и президент Майя Санду, и тот же новый премьер Мунтяну, в том числе на вот этой парламентской площадке, он говорил о том, что он инвестировал в Гагаузию, что он хочет поехать самостоятельно в Гагаузию и общаться на месте. Поэтому все это вместе, скажем, позволяет нам выразить определенный осторожный оптимизм по поводу налаживания диалога Кишинева и Камрана. Господин Чубанов, я вас благодарю за сегодняшнюю программу. Конечно же, будем внимательно следить за развитием событий. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Виктор Чубанов, политический аналитик. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Чешмекёй – небольшое село в Гагаузии, где традиции переплетаются с современностью. Именно здесь живет и работает Инна Яну, молодая женщина, которая не только учит детей английскому языку, но и реализует международные проекты, развивающие туризм в регионе. Однако ее путь к успеху не был легким. Вместе с мужем Дмитрием они переехали из города в село Чешмекёй и превратили его не просто в дом, а в пространство роста, перемен и новых возможностей. Город нашего знакомства – это город Камрат.
Дима приехал туда учиться, через год приехала я туда учиться, и в университете познакомились. Я приехала сюда, никого не знала, языка особо не знала. Дима работал в Вулканештах с 7 утра до 7 вечера, я обычно была дома сама с детьми. Мы переехали летом, осенью у нас родился 3-й ребенок, и все были маленькие. Рядышком была свекровь, бабушка, но все равно это было сложное время. Адаптация прошла как-то постепенно. Появились какие-то знакомые, появились какие-то занятия. И так привыкла здесь жить. В тот момент, мне кажется, занялись теплицей, овощами. Сказать, что я как минимум раз в месяц с 3 детьми ехала к родителям на выходные. Ну, когда она согласилась, это было существенным знаком. Было тяжело, но так как я преподаватель английского языка, я на это училась, заканчивала университет. Люди из села, когда это узнали, предложили мне заниматься частными уроками с их детьми. И таким образом у меня появилось, кроме какого-то занятия, появились еще знакомые, с которыми я могла поговорить, могла пообщаться. Обычно мы всегда оставались на чашечку чая. И таким образом вот в это время уже, да, мне становилось здесь легче. Я благодарен своей жене за то, что она согласилась переехать в село, и за то, что вовлекалась и поддерживала мою общественную жизнь, и при этом была занята семейной жизнью и домашним хозяйством. Не каждая женщина согласилась бы на это. Учителем я мечтала стать еще с детства, с начальных классов, поэтому решила не изменять своей мечте. Почему решила именно на учителя иностранных языков? Потому что мне нравились языки. Английский я изучала дополнительно. Вообще поступала на английский и испанский, но так как группа набралась только 12 человек, нас закрыли и перевели на немецкий и английский. Начался с частных уроков, которые я проводила здесь в селе с детьми. И через некоторое время учитель в гимназии ушла в декрет, и меня пригласили ее заменить. Мотивирует продолжать свою работу, наверное, интерес детей к тем предметам, которые я преподаю. Мотивирует их положительное отношение ко мне, как к учителю. Дети бывают разные, у кого-то бывают способности, у кого-то их меньше. Но мне хочется, чтобы все чувствовали себя в безопасности на моих уроках и чувствовали себя хорошо. Jeans, shirt, skirt, blouse, dress, t-shirt, anorak, trainers. Так, dress — это что у нас? Это платье. T-shirt. Кофта. Футболка это. Да. Так, anorak. Куртка. Так, куртка и кроссовки. Так, смотри, t-shirt — это у нас футболка, а просто рубашка у нас будет? Shirt. Запоминаем, да? Тоже звук такой. Shirt, да. Skirt. И там t-shirt. Да? Здесь? Blouse и? Jeans. Да. В гражданском секторе я с 2007 года, поэтому имел небольшой опыт работы в общественной организации с проектами. Поэтому, когда я приехал в село, я искал возможности, чтобы тоже внедрять какие-то проекты в селе и для села. И именно в тот момент как раз появилась программа SART, которая финансировала проекты для примарий, и программа «Лидер», которая создавала из сел МИГи, местные инициативные группы. Я помню, когда мы работали над проектом Дома культуры, это недели 2-3 мы с секретарем совета до ночи практически засиживались на работе, писали проекты. И вот жена в это время дома с детьми, со всей работой, со всем хозяйством. Это то посвященное время, которое было проектом, а у Инны в это время было больше нагрузки, больше работы, потому что муж был занят проектом для села. Ну, Инна преподаватель английского языка. Многие проекты, не секрет, это финансируется с Евросоюза, Штатами и многими другими странами, где заявки нужно подавать на английском. И тут нам нужна была помощь Инны. В итоге ей это понравилось, она тоже заинтересовалась. Потом она стала менеджером одного проекта в МИГе. И вот таким образом втянулась и она. Наши проекты были направлены не только на жителей Чешмекёя.
Бенефициарами были также и жители Этулии, и жители Когульских сел. И я думаю, это положительно повлияло на них, так как многим мы помогали, можно сказать, реализовать свою мечту, купить необходимое оборудование для начала какого-то бизнеса. Мы видели, как проекты влияют на жизнь людей, как развитие общественных организаций улучшает жизнь людей, как это влияет на их трансформацию, их мышления. И я видела, что и в этом село Чешмекёй тоже в этом нуждается. Очень много было проектов на благоустройство каких-либо территорий в селе. И сейчас, когда проезжаешь, видишь, что там поставлена плитка, что там во дворе школы установлены какие-то скамеечки. И вспоминаешь это время и радуешься, что до сих пор видны результаты той деятельности. Также я очень благодарна жизни, что у меня была возможность организовывать клубы английского языка. Это был также проект на год. В библиотеках мы собирали группы детей в Чешмекёе и в Этулии, и мы проводили с ними клубы разговорного английского. Другим проектом была организация детского лагеря, опять же, с изучением английского языка. Мы арендовали лагерь в селе Этулия, нашли людей, еще преподавателей, поваров, медбрата нашли. И с этими людьми 5 дней мы проводили там с детьми, кормили их, проводили с ними уроки, игры, развлекали их. Это было тоже незабываемое время. Интересно, конечно, было, когда ты вначале объявляешь конкурс, потом ты анализируешь, не один, конечно, анализируешь заявки, которые люди отправили, потом выбираются самые лучшие проекты, потом ты помогаешь людям эти проекты реализовать. И видя, как вначале вроде бы ничего не было, и потом к концу проекта ты видишь уже результат, это, конечно же, очень вдохновляет. Она всегда поймет, всегда поддержит. Иногда я очень такой рисковый, иногда на первый взгляд могу придумать такие идеи, которые может ее шокировать. Она даже если сначала немножко испугается, повозмущается, но потом согласится и скажет, хорошо, давай сделаем. Добро пожаловать к нам в гостевой дом Херман, единственный гостевой дом у нас в Чешмекёе. Идея создания такого дома возникла сразу, как только мы зашли в этот двор для того, чтобы приобрести этот дом. Когда увидели этот отдельно стоящий домик, сразу решили, что здесь мы сможем принимать гостей, потому что такая мечта была у нас давно. И таким образом этот старинный домик был превращен в место, куда приезжают туристы в основном с Европы в весеннее, летнее, осеннее время для того, чтобы познакомиться с историей, с культурой гагаузов, познакомиться с кухней, с какими-либо традициями. Конечно же, мы им проводим экскурсию по нашему дому, проводим экскурсию по селу, в музее и таким образом пытаемся знакомить людей с таким народом, как гагаузы, который не очень известен, может быть, в Европе. Самая большая трудность, наверное, с которой мы столкнулись, это во время энергетического кризиса у нас в стране, когда очень подорожали все энергоносители, а нам нужно было как-то обогревать дом для наших гостей. И тогда к нам на помощь пришел проект, спонсируемый UNDP, в рамках которого мы приобрели солнечные панели, которые сейчас покрывают все затраты, которые связаны с содержанием гостевого дома. Здесь у нас комната, в которой мы принимаем наших гостей. Мы решили здесь поставить такие старые железные кровати, чтобы можно было показать людям, опять же, как жили гагаузы раньше. Но для удобства наших гостей мы приобрели на них тоже в рамках проекта матрасы повыше, для того, чтобы людям было удобнее на них спать. Зимой реже приезжает к нам гость, но иногда бывает нужно обогреть эту комнату для них. И для этого был установлен кондиционер, который также использует электроэнергию, которую вырабатывают панели. Сразу было очень много волнения, конечно же, но первые туристы, мы им очень благодарны. Это была семья из Дании, родители и 2 маленьких детей, которым мы, кроме того, что познакомили их с гагаузами, дети имели возможность покормить птицу, погладить собачку, они имели возможность собрать яйца. Для них это был очень опыт, который они искали, а мы были очень рады, что они уехали от нас довольными. Здесь у нас беседка, где
все наши гости принимают пищу, завтраки, обеды, ужины. По желанию мы все им готовим. Готовим национальные блюда молдавской кухни, гагаузской кухни. И здесь мы организовали совсем небольшой музей под открытым небом для того, чтобы можно было рассказать нашим гостям о том бытии, о той жизни, которыми жили предки гагаузов. На столе вы можете увидеть старинную лампу, которую раньше использовали для освещения. Здесь у нас фрагменты костей каких-то древних животных. Чешмекёй славится тем, что во врагах были найдены останки очень древних животных. Здесь корыто для замешивания хлеба, тоже старое, видимо, уже видно, что уже починили его и не один раз. Эта решеточка ставится сверху и накрывается сверху полотенечком тесто для того, чтобы оно могло подрасти, и чтобы можно было потом формировать хлебушек и печево. И здесь у нас, наверное, самый старый, самый интересный и достаточно редкий экспонат. На гагаузском он называется дювень. Раньше он заменял целый комбайн. Люди собирали, когда пшеницу, собирали зерновые, расстилали на землю. Далее проходились большим специальным камнем, называется на гагаузском харманташи. Пшеница вся опадала. Дювенем проходили сверху, и пшеница резалась на небольшие кусочки, ее потом легко было убрать. Он переворачивается вниз. Сюда ставились или камни, или даже дети садились, и запрягалась в лошадь, и дети катались. Для них это было развлечением, но для взрослых, конечно же, помощь. Удается совмещать, так как все виды деятельности происходят в разное время года. Тогда, когда я занята в школе, с сентября по май, обычно у нас нет туристов, обычно мы не заняты пчелами. Как только мы уходим в отпуск, это время отпусков и для других людей, начинают к нам приезжать люди, и я уже свободна от основной работы, могу заниматься ими. Я стараюсь помочь, чем могу, потому что ее профессия немножко не то, что мое, но если нужна какая-то моя помощь, я стараюсь в это помогать, чтобы ей было легче в этом деле. Здесь мы находимся в нашем временном цехе по переработке меда. Мы выиграли проект от организации ЕФАТ на 5 женщин. Мы создали ассоциацию. Я являюсь администратором этой ассоциации. И мы на полученные средства, и также мы должны были вложить свой финансовый вклад, мы приобрели необходимое оборудование для пчеловодства. Здесь у нас распечатыватель, там есть элементы, которые нагреваются, и ножи. И они срезают забрус, рамки с медом. Это оборудование очень сильно облегчает нам нашу работу, потому что каждую рамочку нам раньше было необходимо специальной вилочкой снимать забрус, снимать все эти крышечки. Потом вручную медогонку там помещалось только 12 рамочек. Нам нужно было вручную ее крутить, опять менять сторонами. С одной стороны она крутится, с другой стороны крутится. А здесь все происходит автоматически, и это очень сильно облегчает наш труд. Здесь у нас автоматическая медогонка на 48 рамок. Здесь есть пульт управления, в котором мы можем установить скорость вращения рамок. И также, что в ней хорошо, что она работает не только от сети, но ее можно брать с собой на поле, подключать к аккумулятору и там производить все необходимые работы. Мы приобрели кремовалку для того, чтобы изготавливать, кроме меда, еще и крем-мед. И вот в этом году, этой зимой мы попробовали. В течение 12 суток наш мед в ней крутился. Она также запрограммирована. 15 минут крутится и 45 минут отдыхает, потом опять включается. И таким образом 12 суток у нас здесь готовился крем-мед. Получился продукт замечательный. Эти проекты помогают нам развиваться, не оставаться на месте. Помогают даже и финансовая составляющая.
Присоединение Республики Молдова к Европейскому Союзу будет иметь значительное влияние на сферу прав человека, культуру и язык. Эти изменения особенно важны в контексте многонационального состава населения Республики Молдова, включающего большое количество русскоговорящих и представителей этнических меньшинств. ЕС придерживается высоких стандартов в области прав человека и культурного многообразия, что создает благоприятные условия для развития Молдовы в этих сферах. Права человека. Присоединение к ЕС предполагает обязательное соблюдение Хартии основных прав Европейского Союза, которая включает широкий спектр гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав. Это приведет к усилению защиты прав человека в Молдове и обеспечению равенства для всех граждан, независимо от их этнической принадлежности или языка. ЕС активно борется с дискриминацией по любому признаку, включая этническую принадлежность и язык. Внедрение европейских стандартов в национальное законодательство Молдовы поможет создать более справедливое общество, где каждый человек сможет реализовать свои права без страха перед дискриминацией. Этнические меньшинства в Молдове получат дополнительную поддержку через различные программы и фонды Европейского Союза, направленные на интеграцию и защиту прав меньшинств. Это включает улучшение доступа к образованию, здравоохранению и социальным услугам для всех этнических групп. ЕС активно поддерживает сохранение и продвижение культурного наследия своих стран-членов. Молдова сможет воспользоваться фондами и программами ЕС для защиты и популяризации своего богатого культурного наследия, включая традиции и обычаи различных этнических групп. Присоединение к ЕС откроет новые возможности для культурного обмена и сотрудничества с другими странами. Это позволит молдавским художникам, музыкантам и другим деятелям культуры участвовать в международных проектах, фестивалях и выставках, что обогатит культурную жизнь страны. ЕС признает и поддерживает многоязычие и культурное многообразие. В Молдове, где проживает множество этнических групп, это будет означать признание и поддержку всех языков и культур. Это поможет укрепить национальную идентичность и создать атмосферу взаимного уважения и понимания. ЕС активно поощряет изучение и использование нескольких языков. В Молдове это будет способствовать поддержке и развитию всех языков, включая румынский, русский и другие языки этнических меньшинств. Внедрение многоязычных образовательных программ и материалов позволит всем гражданам чувствовать себя комфортно и защищенно. Одним из приоритетов ЕС является обеспечение доступа к образованию на родном языке для всех этнических групп. Это означает, что русскоговорящие и другие этнические меньшинства в Молдове смогут получать образование на своем родном языке, что улучшит качество образования и способствует сохранению культурной идентичности. Присоединение к ЕС приведет к признанию и защите языковых прав всех граждан. Это включает право на использование родного языка в публичных и частных сферах жизни, доступ к информации и услугам на родном языке, а также участие в культурных и общественных мероприятиях. Присоединение Молдовы к Европейскому Союзу принесет значительные улучшения в сфере прав человека, культуры и языка. Усиление защиты прав человека, борьба с дискриминацией и поддержка этнических меньшинств создадут более справедливое и инклюзивное общество. Сохранение культурного наследия, культурные обмены и поддержка многоязычия обогатят культурную жизнь страны. Все эти изменения будут способствовать укреплению национальной идентичности и обеспечению равных возможностей
для всех граждан Республики Молдова, независимо от их этнической принадлежности или языка. Dmitri Karaçoban, Sıkı Yakov. O nice Şam'ı miti. Bunu büyütürür, onu bağırıştırır. Salt aldamaç olsun. O seni 9 pınara su için götürecek da susuz getirecek. O elleştiğiyle sayır ellerinde kendi parmaklarını da bakır. Tamam mı hepsici? Diyerdiler Sıkı Yakov için. Date bu Sıkı Yakov'a bir kere gitmiş komşusu isteme biraz para. Ama sen çevireceksin mi o paraları bana sonra? Sormuş Yakov. Belli ki çevireceğim, cevap etmiş komşusu. Olacağın birinde para birden çevireceğim. Ya sen taisle ilkin getir bana o parayı da ben sonra vereceğim onu sana ödünç, demiş Yakov. Вер, даже в такое пасмурное утро мы снова продолжаем наше путешествие. Сегодня какие планы у нас? Мы с тобой отправимся сегодня в Джалтай. Я там покажу тебе очень интересное место, думаю, ты оценишь. После этого мы проедем мимо Тамая, Ферапонтовки и поедем во Вдарму. У нас сегодня ждет очень интересная программа. Приезжая в каждый новый населенный пункт, я пытаюсь тебе раскрыть, откуда происходит название. Здесь у нас получается Джалтай. По легенде, переселенец из Алтая, переезжая сюда, осваивает эти территории. У него спрашивают, как тебе здесь живется? И он очень хвалит эту территорию и говорит, что Джаным Калды Алтайда, что в переводе означает «душа осталась в Алтае». И отсюда и происходит название села Джалтай. Мы с тобой попали на древнее старинное кладбище, которое находится в селе Джалтай. Это кладбище может показаться с первого взгляда вообще нетипичным для нашей территории. Это кладбище XVIII века, и здесь похоронены первые переселенцы, которые пришли сюда с Балкан. Здесь мы видим не кресты, а камни надгробные, на которых, если пройтись, мы можем обратить внимание, что есть разная символика, изображения разные. То есть мы здесь можем найти и круги, мы здесь можем найти и кресты разные. Конечно же, это знаки, которые были использованы до христианства, и в христианстве используются тоже. У каждого знака есть свое значение. К примеру, это вечная жизнь, это соединение неба и земли.
После того, как исследовали это кладбище, пришли к выводу, что данные камни были использованы еще и в качестве оберегов. Вер, я очень часто проезжаю мимо села Тамай, но практически ничего о нем не знаю. Может, ты что-нибудь поведаешь нам? Маша, я бы сказала, что это село промышленное, потому что здесь сконцентрировано большое количество заводов, предприятий. Здесь, к примеру, завод по сборке тракторов. Здесь у нас завод Тамай Винекс, известный во всем мире. Здесь у нас предприятие по изготовлению косметики. Тут также выращиваются племенные животные, такие как овцы, козы особых пород. И самое интересное, что в этом селе есть ферма по выращиванию голландской коровы. Это молочная корова, которая дает надой до 50 литров в день. То есть все молоко, которое у нас есть на прилавках в магазинах, может быть отсюда? Да, я раскрою секрет, что это как раз молоко, которое привозят на Камрадскую молочную фабрику, где изготавливаются молочные продукты. Проезжая во Вдарму, Маша, конечно же, мне захотелось здесь остановиться и рассказать тебе про историю села Ферапонтьевка. Ферапонтьевка – это украинское село. Когда официально можно было сюда переселяться, в то время еще было крепостное право. И с Малороссии сюда одна группа беглецов перешла. Значит, для того, чтобы официально здесь остаться и воспользоваться всеми льготами, которые можно было, один из группы подошел к генералу Инцеву, который отвечал за дунайских переселенцев, и попросился здесь остаться. И вот так здесь основывается маленькое селение украинское. И в честь того храбреца, которого звали Ферапонт, и назвали это село Ферапонтьевка. Мы приехали во Вдарму, и здесь мы посетим музей. Маша, это единственный музей в Гагаузии, у которого есть статус музея села. Я думаю, что здесь ты много чего услышишь о местных жителях интересного. Пройдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Мне Вера сказала, что ваш музей имеет статус музея села, поэтому я хотела бы познакомиться поближе с историей вашего села. Конечно, в нашем музее такая возможность есть. В этом году Музею истории села Вдарма исполнилось 10 лет. А строительные работы по возведению здания музея начались в 2011 году в конце марта. И за предельно короткий срок, за 8 месяцев, были завершены. За это время было не только построено здание музея, оборудован парк вокруг здания, но и претворены в жизнь все внутренние работы. Также на протяжении 3 последних месяцев в селе шла исследовательская работа. Был собран весь материал, который в день открытия музея 21 ноября был презентован жителям села. Сегодня Музей истории села Авдарма является центром музейного комплекса, включающего в себя памятную стелу, посвященную основанию села, памятные плиты с именами первых переселенцев-гагаузов, культурно-исторический комплекс Татар-Чөшмесе, мемориал памяти Аджи-Köşesi, часовню памяти жертв ТИФа 1941-1945 годов и голода 1946-1947 годов, сквер памяти Александра Бергера, фотовыставку в холлах бизнес-центра, постоянно действующую выставку о истории церкви села Авдарма, памятник служителям церкви за ее 200-летнюю историю и памятные плиты в честь Петра Петкова, выделившего личные средства на строительство первой церкви в Авдарме, и жителей села, сохранивших церковный архив.
Скажите, Елена Федоровна, а есть ли у нас возможность познакомиться с самыми интересными экспозициями вашего музея? Конечно. Для вас экскурсию в нашем музее проведет наш экскурсовод Иван Атанасович. Спасибо. История нашего села начинается с Ногайского родника. С 1563 года здесь жили ногайские татары. Они всегда жили на урочище Юзакай и всегда располагались у родника, который впоследствии получил название татарский или ногайский. Историю этого родника знали все односельчане, все жители нашего села. В 2013 году меценаты нашего села, братья Казмалы, решили реконструировать родник. Специально был разработан проект. Для проекта был привезен белый камень из Крыма. По проекту необходимо было сместить родник на 3 метра чуть дальше. Когда сместили родник чуть дальше, обнаружили, что вода к роднику идет из 2 разных источников. Где начало этих источников, никто не знает, так как они сохранились еще с османских времен, то есть им более 450 лет. Первоначально вода текла у нашего родника только с одного места, но тогда вот обнаружили, что вода идет к источнику из 2 разных идет к роднику из 2 разных источников. Уникальность нашего родника в том, что с левой стороны течет прохладная вода, а с правой стороны течет теплая вода. Это, скорее всего, из-за того, что сами источники расположены на разном уровне в земле. Также следует отметить, что над строительством родника трудились представители 3 народов, которые проживали на территории нашего села. Архитектором был Халмуратов Бахтияр Малькович, мастером-скульптором Апселямов Неждет Пиридович, а помощником мастера был Кисяков Константин Константинович, житель нашего села Гагауз. То есть над строительством родника трудились татарин, нагаец и гагауз. Хочу вам рассказать историю Александра Бергера. Александр Бергер сам родился в Австрии, в городе Грац. Здесь вот показаны его отец, мать. Это его жена с маленьким сыном. Александр Бергер входил в штаб-квартиру немцев, которая располагалась у нас в селе во время Второй мировой войны. Александра Бергера отправили в отпуск в марте 1944 года, так как жена должна была родить. Он был в отпуску, жена не родила, он по срокам должен был вернуться уже к нам в село. Когда он вернулся к нам в село, вскоре он узнает, что у него родился еще один сын, которого он впоследствии так и не увидел. Приехав к нам в село, он обращается к жителям нашего села, к своим сослуживцам с призывом прекратить войну и сохранить жизни людей. Этот призыв не понравился немецкому командованию, его арестовывают и по решению военного немецкого трибунала его приговаривают к расстрелу. Арестовали его в мае, а расстреляли в июне. Пока он дождался своего ареста, он нарисовал автопортрет, который здесь находится под стеклом, и написал письмо жене. Здесь оно у нас тоже помещено. В этом письме он обращается к жене и просит прощения за то, что он оставляет жену с 2 маленькими сыновьями. Основным лейтмотивом этого письма выступает то, что он пишет «Я умираю невиновным». Именно этой фразой и озаглавлен наш стенд. Также он в письме пишет «Люблю и не забывай меня, Митцы, обними всех за меня, Хельмута и Эгона тоже». Расстреляли его 14 июня, и немецкое командование выслало уведомление его жене, которая здесь расположена под стеклом. Оно написано на немецком языке, и также там упомянуто название нашего села. Именно по этому уведомлению уже спустя много-много лет повзрослевшие сыновья Александра Бергера, здесь вот они на фотографии, приезжают к нам в село с целью узнать историю о своем отце и узнать место захоронения их отца. В этот день они приехали к нам в село, остановились перед Домом культуры и расспрашивали прохожих о чем-то. В этот день как раз работал у нас в музее Федор Иванович, и к нему часто заходил дядя Афанасий в гости. Дядя Афанасий приносил либо какие-то интересные экспонаты, либо рассказывал какие-то интересные истории. Они как раз сидели перед музеем и увидели, что 2 велосипедистов подъехали к Дому культуры и о чем-то расспрашивают прохожих.
Никто ничего им не мог ответить. Федору Ивановичу стало интересно, о чем они расспрашивают, что никто не может ему ответить. Он подошел к ним, они говорят на немецком языке, он ничего не понял. И тогда он вспомнил, что есть девушка, которая поможет в общении с этими людьми. Была приглашена эта девушка, и тогда стало ясно, что они приехали с целью узнать историю своего отца и установить место захоронения отца. Дядя Афанасий, как только их увидел, он сразу сказал: «Я их знаю». Федор Иванович удивился: «Откуда можете знать, дядя Афанасий, этих людей, если они только-только к нам приехали в село, говорят на немецком?» Он не унимался, говорил, что он все равно их знает. И тогда дядя Афанасий рассказал, что он, когда был маленьким мальчиком, а ему было 9 лет, тогда во время Второй мировой войны, он жил по соседству с домом, где проживал Александр Бергер. Александр Бергер часто угощал этого 9-летнего мальчика конфетами, шоколадками угощал. А дядя Афанасий, чтобы тоже быть в чем-то, чтобы быть взаимным, просил у мамы яйца, угощал Александра Бергера яйцами. У них установились такие вот дружественные отношения. И, видимо, 9-летняя память дяди Афанасия запечатлела образ Александра Бергера, и он в одном из сыновей увидел схожие черты с отцом. Когда все это перевела переводчица сыновьям Александра Бергера, у одного из них потекли слезы. Спросили его: «А почему вы плачете?» Он сказал: «Когда я был маленьким, меня бабушка по отцу никогда не называла по имени. Она меня всегда называла Александром. Настолько он был похож на своего отца». С помощью дяди Афанасия, Федора Ивановича и других наших односельчан удалось установить дом, в котором проживал Александр Бергер, колодец, с которого каждое утро он доставал воду, и место захоронения Александра Бергера. На месте захоронения установлена гранитная плита. На гранитной плите высечено имя Александра Бергера на немецком языке. И каждый год в День Победы лицеисты нашего села возлагают цветы в память Александра Бергера. Многие жители нашего села оставили весомый след в истории Авдармы. Хочу вам рассказать об одной из жительниц нашего села, Капсамон Марии Федосеевне. Она являлась хранительницей церковного архива. Этой женщине удалось сохранить весь церковный архив, всю церковную утварь, все иконы с 1944 года по 1988 год. В 1944 году с установлением советской власти закрываются все церкви, в том числе и в нашем селе. Мария Федосеевна с помощью авдарминцев собрала весь церковный архив, церковную утварь, все иконы и хранила у себя дома вплоть до 1988 года. В 1988 году, когда сюда направили священника для служения в нашей церкви, она передала весь церковный архив, все, что она сохранила, и священник тогда говорил, что достаточно было провести только влажную уборку, все разложить по своим местам, и можно было переходить непосредственно к самой службе. Марии Федосеевне удалось все сохранить в сохранности, несмотря на то, что ее мужем был Капсамон Федор Васильевич. Здесь вот его фотография. Он являлся первым депутатом сельсовета. Этот мужчина был коммунистом, а Мария Федосеевна была глубоко религиозной женщиной. Благодаря крепкой вере хрупкой женщине удалось сохранить весь церковный утварь и все, что хранилось в церкви. Церковный архив, сохраненный Марией Федосеевной, стал достоянием нашего музея. Увековечить ее имя, увековечить имена других авдарминцев, которые помогали в сохранении всего церковного архива, церковной утвари, удалось на памятниках, которые открылись 21 января 2021 года на территории церкви. Увековечены их имена на 2 памятниках. Хочу ознакомить вас с историей этих интересных часов. Этим часам уже 209 лет. Эти часы были привезены капитаном Кристовым, жителем нашего села, который находился во Франции в период с 1814 по 1818 год. Он находился под командованием Кутузова, он был офицером-топографом, то есть составлял карты. Когда он приехал к нам в село, он привез эти часы в качестве трофея и передал эти часы своим детям. И сказал, чтобы они их передавали с поколения в поколение. Это все так и делалось. Но в 1946 году этих часов не стало, никто не знал, куда они делись. И вот в 70-х годах уже прошлого столетия житель нашего села Иван Петрович Горголык заходит к своему соседу за каким-то сельскохозяйственным инструментом. И, как водится у нас у гагаузов, стали обходить хозяйство, зашли в огород. Когда они проходили по сараю, Иван Петрович увидел в соломе что-то интересное.
Разворошив солому, он увидел часы. Часы необычные, старинные, а сам он занимался ремонтом часов на любительском уровне. Иван Петрович спросил у хозяина, как эти часы попали к нему. Хозяин сказал, что когда немцы уходили после Второй мировой войны, обменяли их у него на продукты. Они некоторое время висели у него в доме, работали исправно, но потом они перестали работать, как их наладить, он не знал, он и забросил их туда. И, увидев заинтересованность Ивана Петровича, предложил: я могу дать вам эти часы, потому что они мне все равно не нужны, забирайте их. Иван Петрович принес часы домой, осмотрел их тщательно, ничего серьезного в них не было, он их наладил, повесил у себя в доме, они долгое время у него висели в доме и показывали время его домочадцам. И вот уже в наше время, перед открытием нашего музея в 2011 году, Игнат Михайлович со своими помощниками ходили по селу и собирали материалы, экспонаты для нашего музея. Побывали они в гостях и у Ивана Петровича, посидели, поговорили, только собрались уже уходить домой, услышали бой часов. И заинтересовались, какие же часы издают такой интересный бой. Хозяин дома проводил их обратно в дом, показал часы и рассказал историю, как они к нему попали. И тогда он предложил: давайте эти часы передам вам в музей, чтобы все посетители, туристы, которые бывают у вас в музее, могли полюбоваться этими часами. Игнат Михайлович забрал часы, но весь деревянный корпус был уже обветшалый, старенький был. Тогда Игнат Михайлович в Одессе отыскал часовщика-профессионала, который отыскал в каталоге фотографию этих часов, как они выглядели в оригинале. Часовщик-профессионал изготовил весь деревянный корпус один к одному, как они выглядели в оригинале. А специалисты по предметам старины провели экспертизу. В результате экспертизы они установили, что эти часы 1812 года, на них имеется клеймо 1812. Также они установили, что замена механизма, замена боя часов не производилась, это все свое родное оригинальное. И также сохранился и ключик. Здесь вот я покажу вам ключик. Ключику, как и часам, тоже 209 лет. И этим ключиком мы заводим часы раз в неделю, либо 2 раза в неделю по необходимости. И мы очень горды, что у нас в музее висят часы, которым уже 209 лет, и они занимают такое достойное место в нашем музее и отмеряют время нашей будущей истории. Спасибо вам, Елена Федоровна, за проведенную экскурсию. Нам действительно было интересно побывать у вас в гостях и будто оказались в той атмосфере. Спасибо. Спасибо, приезжайте еще. Мы рады представить вам наш музей и историю нашего села. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Верочка, вот и подошел еще один день к концу наших путешествий. Было бы очень интересно и классно. Маша, у нас с тобой еще много дней впереди, и я думаю, что будет еще лучше. Ну, я вся в предвкушении.
постоянно сталкиваюсь, потому что в одном источнике, когда смотрю, там пишут совсем другое, что якобы могут что-то хорошее ввести, сделать, но в другом смотришь в основном большие противоречия. Сегодня очень много именно информации, которая не соответствует действительности, потому что больше всего воспроизводят то, что люди хотят услышать. К сожалению, приукрашивают реальность, зачастую вводя людей в заблуждение, по сути. Под влиянием пропаганды и дезинформации люди жили последние 30 лет, а то и больше. И, соответственно, для того, чтобы, наверное, развернуть и заставить людей думать, задумываться над информацией, проверять ее и потреблять с умом, для этого понадобится, наверное, не меньше времени. То есть точно за год или за два с каким-то проектом мы ситуацию вряд ли кардинально поменяем. Но мы видим небольшие улучшения у более молодого поколения, то есть молодежь от 18 или там от 16 до 30 в целом уже менее подвержены дезинформации, потому что они выросли не в пик популярности телевизора, и в целом на них телевизионные каналы не имеют большого влияния. Они больше ориентируются на каких-то общественно-политических деятелей, авторитетных. Российские каналы дают информацию, что там, например, на собственном примере, что там какой-то город прилетело по какому-то военному объекту, а на самом деле прилетает по гражданскому, и я это лично видел своими глазами. Дезинформация в наше время сегодня сопровождается буквально везде. В политике в первую очередь. Насколько сегодня у нас нестабильная политическая система, состояние в стране, также и в социуме. Каждый хочет то, что хочет слышать, видит то, что хочет видеть. Поэтому, к сожалению, сейчас от этого надо быть немножко психологом, чтобы понять, что и читать много информации, изучать, вникать, чтобы понять реальность, в принципе. Встречается в политике, экономике, школа, медицина. В основном очень часто мы встречаем это в политике. То есть люди говорят одно, на самом деле другое. Ты ожидаешь, что политики сделают что-то нормальное, толковое, а выходит, что слова противоречат действиям. Это часто встречается, и мы, как граждане, живущие здесь в автономии, в Гагаузии, в нашей стране, в Молдове, нам приходится уже как-то между этими новостями, которые мы слышим и которые мы видим действия, как-то метаться. И в политике, и в экономике, потому что говорят, что, например, в экономике могут на определенные, например, услуги снизить цены, но на самом деле могут взять и повысить. И на еще больше люди потом будут возмущаться, и протесты, и митинги. А в политике то же самое. Тоже могут обещать, что якобы договорятся о более дешевых услугах, но на самом деле идут и договариваются о более дорогих. Комплексная работа, и журналисты, не имея полномочий каких-то
не могут эту ситуацию поменять. Здесь нужна комплексная работа и государства, и журналистов, и каких-то активистов или людей с авторитетом для того, чтобы быстрее влиять на эту ситуацию. Такой подход, как тренинги, то есть вживую встречаться с людьми, разбирать какие-то конкретные случаи. Это работает, мне кажется, чуть лучше, чем просто публикации в интернете, которые могут пройти мимо человека или который не хочет долго и много читать. За моей спиной раньше был вокзал в Камрате, который обслуживал пассажиров практически со всего юга Молдовы. Отсюда могли купить билеты не только в ближнее зарубежье, но и за границу. Уже более 15 лет он не обслуживает пассажиров. Здесь нет работающей кассы, нет расписания поездов и нет надежды. Когда-то по этим рельсам уходили поезда в Чадырлунгу, Бессарабку, Кагул и даже за границу. Люди приезжали, уезжали, встречались. Билеты покупались в кассах, а расписание висело под стеклом. Сегодня железная дорога в Молдове существует только в новостях о невыплате зарплат и проблемах с путями и поездами. В лучшем случае возят щебень, в худшем – воспоминания. И да, на некоторых участках еще можно встретить поезд, но чаще не поезд, а тени от них. Можно винить в этом десятилетия коррупции, отсутствие стратегии, вечный транзитный статус или просто молдавскую привычку все откладывать на потом. Но факт остается фактом. Наша железная дорога – это зеркало страны. Старое, треснувшее и покрытое пылью. Но что если бы все пошло иначе? Если бы рельсы зашли не в тупик, а пошли бы по пути развития, модернизации и инвестиций? Давайте посмотрим на тех, у кого был такой же старт, такие же условия. Но они пошли по другому пути. Добро пожаловать в Литву, страну, где железная дорога не умерла, а переродилась, где после вступления в Европейский Союз рельсы стали не балластом, а двигателем экономики. Литовские железные дороги – это национальный оператор, основанный в 1918 году. Сегодня компания управляет более 1900 километрами путей и играет ключевую роль в транспортной системе страны, интегрируясь в европейскую логистическую сеть. ЛТГ участвует в общеевропейских проектах, таких как создание коридора Rail Baltica, получая финансирование из фондов Европейского Союза. В последние десятилетия ЛТГ активно модернизирует инфраструктуру, внедряются электронные билеты, автоматизированные системы управления движением, развиваются экологичные решения. Трансформация началась не с инвестиций, а с анализа деятельности и внедрения принципов управления. Однако при этом мы не останавливали ни один стратегический проект, связанный с развитием инфраструктуры или бизнеса. Naudojami iki šios dienos Lietuvos geležinkeliuose, tai infrastruktūros plėtrai absoliučiai didžiausią dalį sudaro инвестиcijos iš ES структурных фондов. Основными источниками финансирования являются фонды ЕС, государственный бюджет для инфраструктуры,
yra panaudojamos nuosavos LTG grupės pajamos, kurias... А для коммерческой деятельности собственные доходы группы ЛТГ от перевозки пассажиров и грузов. Per pirmus 2 metus nuo transformacijos pradžios visa kompanija... Уже через 2 года после начала трансформации компания стала прибыльной. И с тех пор мы работаем с прибылью, несмотря на серьезные потрясения. Įvyko Lietuvoje, tai galima paminėti COVID pandemiją, taip pat, kuri aišku... Пандемию COVID-19, которая сильно ударила по пассажирским перевозкам. Neišprovokuotas karas Ukrainoje, kuris... И войну, развязанную Россией против Украины в 2022 году, которая нарушила наши восточные логистические цепочки. Мы переориентировали нашу стратегию на Запад. Это позволило удержать устойчивость бизнеса. Например, в 2024 году группа ЛТГ заработала более 35 миллионов евро чистой прибыли, часть которой возвращается государству в виде дивидендов. Литовская железная дорога не возродилась в одночасье. Директор по развитию ЛТГ поясняет, именно вступление в Евросоюз дало мощный толчок для перемен. Строгие европейские стандарты безопасности и сервиса потребовали модернизировать пути и технику, а доступ к фондам ЕС открыл возможность инвестировать в инфраструктуру. Появились новые локомотивы и поезда, повысилась скорость и пунктуальность. Компания отделила пассажирские и грузовые перевозки в отдельные филиалы, сделав управление эффективнее. По словам представителя ЛТГ, теперь Литовская железная дорога – это современный бизнес, который конкурирует на равных с другими европейскими перевозчиками. Dėl geležinkelių veiklos specifikos ir finansavimo modelio keleivių pervežimas visoje Europoje yra subsidijuojamas valstybės ir Europoje yra специальные регламенты. Вся Европа субсидирует пассажирские перевозки, существуют четкие регламенты ЕС. Литва не исключение. 2023 metų pradžios mūsų keliaivių vežimo компания LTG Link. С 2023 года LTG Link имеет долгосрочный контракт на 10 лет с Министерством транспорта. Tiek kokybinius, tiek kiekybinius parametrus, kuriuos turi užtikrinti mūsų dukterinė bendrovė LTG Link. Он определяет как качественные, так и количественные показатели, которые мы обязаны обеспечивать. Ir skirtumą, kurį sudaro mūsų kaštai vykdant tokią veiklą. Разница между доходами от билетов и затратами покрывается субсидиями из бюджета. Это прозрачная и обособленная деятельность. Такова практика ЕС. Не только статистика, но и обычные люди подтверждают перемены. Пассажиры в Литве отмечают, что поезда стали удобнее, чище и ходят по расписанию. Житель Вильнюса рассказывает, что теперь может легко купить билет онлайн и добраться до Каунаса быстрее, чем 10 лет назад. Эти короткие блиц-интервью – живое доказательство того, как ожила железная дорога. Новые поезда пошли даже еще, как бы более можно пользоваться как бы услугами питания. Люди, наверное, повлияли, и потом как бы по требованию людей идет железная дорога на такие уступки, и чтобы люди больше катались и пользовались транспортом. Как бы быстро доезд, можно не пользоваться своим транспортом, а железная дорога очень хорошо и быстро, и качественно. Очень изменилось. Раньше не так было, как сейчас. Удобство, все обслуживание очень отличное. За билетами не надо стоять в очередях, если что, зашел в поезд, в поезде купил. Несколько раз подряд мы едем, год едем с поездом, это очень хорошо, очень удобно. У нас в Канаде нету таких поездов, как здесь. Очень понравилось, пользуюсь, спасибо. Классный сервис, все хорошо. История Литвы дает надежду и нам. Опыт ЛТГ вдохновляет. Небольшая страна сумела войти в число участников масштабного проекта Rail Baltica. Аналогично и Молдова с Гагаузией могут стать частью важного транспортного коридора между Востоком и Европой. Кроме того, акцент Литвы на экологичности, электрификация, снижение выбросов перекликается с нашей задачей уменьшить загрязнение от старого дизельного подвижного состава. В Молдове железнодорожная инфраструктура тоже нуждается в обновлении.
Это хорошо известно, если взглянуть на состояние ветки, соединяющей юг страны с остальными регионами. Подобно Литве в 2000-х, сегодня Молдова может привлечь европейские фонды для развития транспорта. Например, в рамках новых программ Европейского Союза вполне реально добиться финансирования модернизации линий Кишинев-Камрад, закупки энергоэффективных поездов, строительства современных логистических терминалов. Европейские стандарты и инвестиции способны вдохнуть новую жизнь в Молдавскую железную дорогу. И, возможно, тогда в Камрате вновь появятся пассажиры, а поезда будут идти не в тупик, а вперед к развитию, инвестициям и модернизации страны. Виталий Гайдажи, Георгий Карасини из Камрата и Вильнюса специально для ЛАФМД. Smart planning helps you to reach your goals in a clear and easy way. So, for example, know what you want. Like, don't say, I want to exercise more. You have to say, I want to jog for 30 minutes, 3 times a week. So, that's it for today. Have a nice day, and I'll see you next week. Меня зовут Наташа, мне 21 год, я преподаю английский язык, организовываю мероприятия на английском международного уровня, так как к нам приезжают очень часто волонтеры с Америки. Я делаю масштабные организации мероприятий здесь, приглашаю своих учеников, всех желающих. В принципе, в этом и есть моя деятельность. Я начала изучать языки с самого детства, у меня папа разговаривает свободно на английском, и так получилось, что родители с детства меня отдавали к преподавателям, и с 14 лет я занимаюсь с носителями языка. Я свободно владею английским языком, на разговорном уровне владею французским, так как, опять же, мой папа разговаривает на французском языке, и этот интерес у меня появился после того, как мы были в Париже в прошлом году. Мне очень понравился этот язык, понравилась их культура, и сейчас я нахожусь в процессе изучения румынского языка. Языки дали мне огромную возможность встречаться с новыми людьми, узнавать их культуру, тем самым позволять моим ученикам узнавать также культуру через меня, так как я являюсь посредником. Но я считаю, что каждый должен выучить язык самостоятельно, чтобы уметь коммуницировать, чтобы изучать новую культуру разных людей. Когда я училась, мой преподаватель по английскому предложила мне такую идею, чтобы я начала обучать деток, потому что она видела мои способности. Я решила так и сделать, начала с офлайн занятий, я принимала детей у себя дома, после чего меня пригласили работать в частную школу, там я проработала 2 месяца, а не больше. Я решила, что работать на себя — это лучший способ, потому что то, как я передаю информацию, ее не смогла бы передать та школа. И вот уже 3-й год я преподаю онлайн занятия и сейчас открыла новый офис для того, чтобы общаться с людьми именно вживую. Гагаузия — это моя родина, это то, где я встретила своих первых учеников, это то, из-за чего я, в принципе, сформирована как личность. Мне очень нравятся наши люди, мне очень нравится Гагаузия. Я ее люблю и считаю, что здесь есть большие возможности. В будущем я хочу масштабировать свои проекты в Гагаузии, потому что я считаю, что здесь есть очень много молодежи, которая не особо в этом разбирается. Я бы хотела внести новую информацию для них здесь с участием иностранных гостей. Гагаузия is always in my heart.
Праздники закончились, а организму нужна перезагрузка. Сегодня в программе «Время для себя» мы разберемся, как восстановиться после застолья и поговорим о том, что на самом деле означает детокс. Я, Алла Бюк, и наш эксперт, нутрициолог Анна Георгиу поможем вам начать год с заботой о здоровье. Анна, здравствуйте. Начнем с главного, наверное. Что же такое детокс и действительно ли он работает? Здравствуйте. Да, давайте поговорим о детоксе. Я вкратце расскажу, как происходит это в нашем организме, чтобы мы понимали, что работает, что не работает, потому что сейчас очень модно заниматься детоксом, очень много есть вариантов в интернете. Давайте разберемся, что стоит делать, а что не стоит делать. Что же такое детокс на самом деле? Это, конечно, ни в коем случае не связано со всеми смузи, голодовками, соками и вот всем новомодным, что гуляет в интернете. В первую очередь детокс – это очищение нашего организма. У нас с вами в организме существует такая налаженная схема очищения от всех токсинов. Токсины как извне попадающие, с окружающей средой, с питанием некоторые элементы попадают. Также токсины есть в бытовой химии, в косметике и так далее. То есть это токсины, попадающие извне. Помимо этого есть токсины, которые наш организм производит сам. То есть в процессе биохимических реакций, протекающих в организме, выделяются определенные токсины, и они тоже должны обезвреживаться и выводиться. У нас есть система, которая отлаженно, налаженно работает, выведение этих токсинов из организма. Главным органом детоксикации очищения является, конечно же, печень. Там происходят все процессы, две фазы детоксикации, то есть те вещества, те токсины, которые попадают в наш организм и которые у нас в организме производятся сами, они часто являются достаточно сложными для выведения. То есть они находятся в такой форме, которые не могут вывестись из организма. Для этого в печени существует две фазы детоксикации. Первая фаза – это когда из жирорастворимой формы с помощью ряда биохимических достаточно сложных реакций происходит процесс переведения жирорастворимых витаминов в водорастворимые. Дальше происходит вторая фаза детоксикации, тоже это достаточно сложный биохимический процесс с участием очень многих микроэлементов. В этой фазе происходит присоединение к уже ранее обезвреженным веществам, частично обезвреженным веществам, я так более просто скажу, чтобы было понятно, определенных ферментов, которые дальше уже помогают выводить эти токсины из организма. Выводных путей есть несколько. Это кишечник, это почки, это кожа, как тоже орган, один из органов детоксикации, лимфатическая система. То есть все, что вредит нашему организму, проходит фильтрацию в печени через эти две фазы детоксикации и дальше уже выводится через кишечник, почки, кожу, лимфатическую систему. Все это выводится. Таким способом происходит детокс постоянно у нас в организме. То есть организм сам себя очищает? Сам себя очищает, да. Бывают, конечно, случаи, когда необходимо ему помочь. То есть мы, конечно, не можем этот процесс как-то самостоятельно над ним руководить, но бывают такие моменты, когда действительно образ жизни как-то связан с тем, что либо наоборот какие-то внутренние изменения, часто гормональные изменения, связаны с тем, что печень не справляется с нагрузкой, то есть нагрузка повышена, не может быть недостаточно питательных веществ для того, чтобы все фазы детоксикации происходили, и тогда есть смысл сделать, что называется, провести, что называется, детокс, но это, конечно, никоим образом не... Это уже принудительный детокс, так скажем, да? Ну да, это такая помощь небольшая организму, но она больше основана на том, что мы снимаем нагрузку, то есть уменьшаем количество токсинов, поступающих извне, то есть то, что мы можем сделать, снимая нагрузку с печени и подпитываем, даем организму те питательные вещества, которые необходимы для прохождения этих двух фаз детоксикации. И таким образом наш организм сам очищается, то есть нет каких-то определенных веществ, которые там мы пьем, и они сами все эти процессы делают. Ну, здесь вы говорите об условно здоровом человеке. Да. Да. Но большинство наших жителей, к сожалению, в связи с экологией, с питанием, не особо здоровые, да, где-то там гепатоз печени у большинства наших людей. Вот в этом случае организм сможет справиться или все-таки ему нужно помочь?
Да, конечно, когда есть уже нарушения в работе печени, там могут быть нарушения и в детоксикации, естественно, потому что печень не справляется. Даже если печень у вас здорова, но у вас есть повышенная токсическая нагрузка, то есть если у вас есть какие-то гормональные нарушения, потому что часто метаболиты гормонов тоже должны выводиться через печень. Также, если есть повышенная токсическая нагрузка извне, допустим, вы работаете, как-то ваша работа связана с какими-то химикатами, вы постоянно чем-то дышите, вдыхаете, либо вы используете косметику, которая содержит токсины, там, либо средства бытовой химии тоже содержат много токсинов, вы курите, потребляете много алкоголя, вы едите несбалансированно, питаетесь продуктами, которые тоже содержат много токсинов, и это регулярно происходит, тогда, естественно, нагрузка большая идет на печень, и, возможно, она не будет справляться, и частично эти токсины будут накапливаться, не выводиться, либо обратно всасываться через кишечник, что будет приводить к различным нарушениям в работе. В таких случаях, конечно, есть смысл поддержать, проводить организм. Но я опять-таки повторю, что это не что-то, что мы делаем, можем сделать самостоятельно. Мы просто можем помочь, снизив нагрузку через уменьшение поступления токсинов и подпитку, то есть дать организму необходимые вещества для того, чтобы эти фазы детоксикации проходили. Потому что для обеих фаз детоксикации нужно достаточно много различных различных микроэлементов. Витамины, минералы, там витамины А, Е, Д, это и магний, и цинк, и железо, и витамин С, и витамины группы В. То есть это достаточно огромное количество микроэлементов, которые необходимы для каждой фазы. Если у вас есть какие-то дефициты по некоторым элементам, то, естественно, эти фазы не смогут проходить в полном объеме. Часто дефициты также могут быть завязаны на генетически. Иногда у нас некоторые генетические мутации есть, когда у нас нарушается первая либо вторая фаза детоксикации, там уже нужна постоянная тоже поддержка. Ну, как помочь организму пройти этот нелегкий этап, да, нелегкий путь, мы поговорим после того, как посмотрим один сюжет. Наш организм – это удивительная система, которая способна самостоятельно очищаться от токсинов и вредных веществ. Но знаете ли вы, как работают эти природные механизмы детокса? Давайте разберемся. Главная роль в очищении организма принадлежит печени. Она фильтрует кровь, обезвреживая токсины и превращая их в безопасные для вывода вещества. Не менее важна и работа почек. Они выводят ненужные вещества с мочой, регулируя водный баланс и очищая кровь. Еще один ключевой орган – это кожа. Через пот организм избавляется от солей, лишней жидкости и мелких токсинов. А дыхательная система выводит углекислый газ и другие летучие вещества. Глубокое дыхание помогает улучшить этот процесс. Не забываем о кишечнике. Его задача – удаление непереваренных остатков пищи и поддержание баланса микрофлоры, которая защищает нас от вредных бактерий. Чтобы эти системы работали эффективно, пейте достаточно воды, правильно питайтесь и не забывайте про физическую активность. Заботьтесь о своем организме, и он отблагодарит вас крепким здоровьем. Ну, так вот, Анна, все-таки как мы можем помочь нашему организму, учитывая, что мы не все идеальны по здоровью и не у всех идеальное питание, условия для жизни. Поэтому что мы должны сделать для того, чтобы все-таки помочь нашей печени и другим органам пройти эти два этапа детоксикации? Ну, смотрите, для того, чтобы поддержать организм, то есть поддержать те системы очищения и выведения, которые работают в нашем организме, мы можем первое, что сделать, это снизить токсическую нагрузку. То есть, конечно, изнутри мы не можем контролировать выработку гормонов, там то, что тоже способствует выработке наших внутренних токсинов. На эти процессы мы повлиять особо не можем, но мы можем уменьшить токсическую нагрузку извне. То есть это мы должны обращать внимание на составы различных средств личной гигиены, косметики, на составы. Сейчас в интернете достаточно много информации, где пишут, какие элементы токсичны, какие не токсичны, на составы бытовой химии, то есть выбирать косметику, которая содержит наименьшее количество токсинов, либо лучше вообще их не содержит, либо уменьшить, если вы все-таки у вас есть уже какая-то косметика, да, вы не хотите от нее избавляться, то хотя бы не использовать какой-то промежуток времени ее, чтобы снизить поступление этих токсинов извне
не в организм. Также за счет питания. Стоит перейти на максимально чистое питание, то есть это полноценное питание с цельными продуктами, меньше промышленной обработки, чтобы исключить опять-таки попадание различных канцерогенов и токсинов с пищей. Конечно, тут есть вопрос, есть смысл задуматься над сокращением курения и алкоголя, также над сокращением кофеина, потому что кофеин не только в кофе, но он также и в чае, он тоже негативно влияет на как раз на вот эти две фазы детоксикации. Полностью исключить или можно оставить? Да, по возможности это все по максимуму убрать из вашей жизнедеятельности, чтобы то есть снизить... вообще не пить кофе, не пить чай черный, например. Чтобы снизить вот эту токсическую нагрузку. То есть мы позволим организму немножко, скажем так, справиться с тем, что уже накоплено. И второй пункт – это поддержка самих фаз детоксикации, то есть микроэлементами. То есть мы должны питаться так, чтобы наш организм получал все питательные вещества, необходимые для протекания этих реакций. Это различные продукты, как правило, это продукты, богатые антиоксидантами необходимые, это крестоцветные, там несколько видов капусты, это чеснок, это катехины зеленого чая, они есть отдельно, тоже их можно, не обязательно То есть больше зеленого цвета овощи, да? Не обязательно, там есть также и овощи и красного, и оранжевого цвета, они также содержат антиоксиданты, также содержат витамины, это орехи, это семена льна, то есть достаточно много продуктов для того, чтобы подпитать те процессы, дать необходимые вещества, чтобы протекали процессы детоксикации. И таким образом можно уже... вообще, как понять, что вот организму нужна помощь, и наш организм зашлакован? Есть ли какие-то сигналы у людей, которые бы дали бы понять, что надо остановиться и заняться своим организмом? Вообще, действительно, есть достаточно много симптомов, которые могут говорить о нарушении процессов детоксикации в организме, но эти симптомы в большинстве своем не специфичны, то есть они могут говорить и о других нарушениях, но тем не менее на них стоит обращать внимание. Это какие-то проблемы кожного характера, могут говорить об этом, так как кожа тоже является органом выведения, и когда слишком много выходит через кожу, могут возникать различные воспалительные процессы в виде акне, в виде высыпаний, может также сухость кожи, какие-то раздражения, шелушения, вот такие моменты. А вот эти красные пятнышки? Тоже показатели? Тоже может быть одной из причин. Может быть плохое самочувствие, такое затуманенность головы, частые головные боли, может об этом говорить. Также если у вас есть нерегулярный стул, то есть не ежедневный регулярный стул, идет это тоже, это уже можно говорить о том, что идет интоксикация в организме, так как не выводится, не работают пути выведения, так как они должны работать. Если у вас есть какие-то гормональные нарушения, изменения, заболевания, связанные особенно с эстрогендоминированием, то есть это какие-то заболевания груди, фиброзно-кистозной мастопатии, там заболевания гинекологического характера, есть смысл обратить внимание на состояние печени, состояние ваших органов детоксикации и выведения. Потому что часто бывает, что корень проблемы лежит именно там. То есть, естественно, что эти процессы, один тянется за другим, но в таких случаях следует обратить внимание на эти моменты. Так как мы в начале программы сказали о том, что все-таки праздники прошли и надо восстанавливаться, а праздники — это был большой удар, сложный удар по нашему желудочно-кишечному тракту, как минимум, потому что салаты, майонезы, кетчупы и все прочее, конечно, дают о себе знать. А поэтому поговорим в нашем следующем блоке, поэтому переходим. Праздники прошли, мы хорошо отметили. Я думаю, что каждый получил массу удовольствия, и наелся, наверное, первые полгода вперед. По крайней мере, мы точно. После обильных застолий очень часто люди чувствуют у них такое состояние усталости, состояние тяжести. Как все-таки, какие продукты могут помочь уже человеку после того, как они прошли эти праздники, как поменять свой рацион, что больше включать в свою еду для того, чтобы помочь организму все-таки избавиться от этих последствий салатов? Давайте сначала пару слов скажу о том, как лучше питаться в период праздников, чтобы не давать такую большую нагрузку организму.
Конечно, важно следить за количеством алкоголя в первую очередь, алкогольных напитков, сладких напитков различных, то есть по возможности их контролировать, минимизировать. Второй пункт касательно питания. Нам нужно стараться все-таки организовать свой праздничный стол с обилием овощей. То есть стараться в первую очередь, когда вы садитесь за столик, есть побольше овощей, побольше белка. Это мясо, это рыба. И уже по остаточному принципу салаты, там вот наши всеми любимые майонезные салаты, тогда у вас будет меньше шанса переесть, то есть тем самым вы чуть снизите нагрузку. Вы уже сыты, и в конце там можно чуть-чуть побаловаться. Еще один момент – это не стараться готовить немного, то есть чтобы вы съедали это за один а не на завтраки, обед и ужин. Да, потому что все вот эти заготовки, особенно майонезный салат, особенно салаты, где содержится мясо, содержатся яйца, в принципе, как и рыба, они хранятся достаточно недолго. Некоторые из них могут храниться вообще часов 6 без вреда для организма. Некоторые там максимум 12 часов. Так как у нас принято есть их 1, 2, 3 дня, пока не доедим, это, конечно... Я говорю, на завтрак, обед и ужин. Да, это, конечно, не есть хорошо, потому что все-таки, если внешне, да, этот салат еще как бы кажется съедобным, это не значит, что в нем еще не происходят, да, те биохимические процессы, которые вызывают избыточный рост патогенных бактерий, которые будут вредить организму. Поэтому за этим тоже стоит следить. Но уже по истечении праздников, если вы все-таки ощущаете, что вы на праздниках не смогли сдержаться, где-то переели, либо перепили, и вам необходимо... Ну, как минимум весы об этом говорят. Да, ну там еще и плюс отеки идут, конечно, за такого потребления большого и алкоголя, и различной еды, как все-таки разгрузить организм, да? Во-первых, это, конечно, перейти на сбалансированное питание, побольше овощей различных и немножко сократить количество, уменьшить количество животного белка, то есть не убираем его полностью, просто чуть-чуть сокращаем. Увеличим количество овощей значительно прямо в каждый прием пищи, достаточно большая порция овощей, немного сложных углеводов тоже оставляем, то есть оставляем такой максимально чистый, полноценный рацион, не переедаем, можно даже оставить 2 приема пищи, допустим, чтобы облегчить как-то, да, если вы не испытываете чувство голода. Конечно, это убрать полностью алкогольные напитки на этот период, побольше жидкости употреблять, чистой воды и немножко добавить физическую активность, да, чтобы ускорить все эти процессы. Ну вот по поводу алкоголя хочется больше понять, в чем проблема, да, то есть почему именно, что вызывает в организме алкоголь, что его лучше исключить. Ну, помимо того, что непосредственно прием алкоголя во время принятия пищи, да, застолье, он ухудшает пищеварение в моменте. Помимо этого, естественно, алкоголь негативно влияет на работу печени. То есть это очень большая нагрузка на печень, и как раз вот эти процессы детоксикации, фазы детоксикации, о которых мы говорили, они значительно страдают при приеме алкоголя. Чем выше доза, тем хуже будут протекать эти процессы. И если вы пьете один день, потом еще один день, или там через день, или 2-3 раза в неделю, то для того, чтобы вывести, да, этот алкоголь из организма, тоже достаточно организму нужно приложить достаточно много усилий, чтобы все эти токсины из алкоголя вывести из организма. И на это тоже требуется достаточно много усилий. Добавим к этому, что мы не питаемся сбалансированно, чтобы предоставить все питательные элементы для прохождения этих процессов. То есть это идет достаточно большая нагрузка на печень, разрушаются и клетки печени да, алкоголем, поэтому восстановление после приема алкоголя достаточно длительное и очень сильно нарушаются процессы детоксикации. Поэтому если вы хотите поддержать работу печени, то исключение алкоголя – это очень важный пункт. И я хочу заметить, что после приема алкоголя аппетит увеличивается в 2-3 раза. Да, это, конечно, возможно, за счет большого выброса инсулина в кровь, я так думаю. Нет, когда мы употребляем алкоголь, ну там многие ощущения притупляются. У нас не только чувство голода, плюс там и ощущение теплоты тоже нарушается. У нас часто есть зимой обморожение, когда да, мы кажется, что нам горячо, да, мы раздеваемся, тоже ложное, да, ощущение. Поэтому достаточно много негативных моментов связанных с алкоголем, поэтому если вы как бы не готовы отказаться, то хотя бы следите за количеством. И
Важно еще не сочетать алкоголь с приемом жирной еды, потому что это достаточно тяжело для пищеварительной системы. То есть там очень сильно нарушается именно процесс пищеварения и большая нагрузка опять на печень. Да, с жирными продуктами. То есть если вы употребляете достаточно жирное какое-то мясо, избыток вот таких прям жиров, лучше с алкоголем, конечно, не сочетать. Допустим, вино в ресторанах подают с сырной нарезкой. Это тоже жирный продукт. Как быть здесь? Ну, тут вопрос тоже в количестве. Как выбирать, быть, что да, либо вино, либо да. сыры. Ну и вопрос тоже в количестве, да, смотря в каком количестве вы употребляете и с чем сочетаете еще. Ну вот здесь я бы предложила посмотреть сюжет про продукты для восстановления и энергии. Вы когда-нибудь чувствовали себя уставшими без энергии? Особенно в конце рабочего дня. В этом видео мы расскажем вам, какие продукты помогут восстановить силы и зарядиться энергией. Первое, что стоит включать в рацион, это орехи и семена. Они богаты полезными жирами и белками, которые надолго обеспечивают ощущение сытости и бодрости. Отличный вариант – горсть миндаля или тыквенных семечек. Любите авокадо? И правильно! Это суперфуд, который содержит магний и калий – важные элементы для восстановления после стресса и тренировок. Не забудьте про мед – это натуральный источник энергии. Ложка меда в кашу или чай поможет поднять настроение и добавить сил. И, конечно, вода. Достаточное количество жидкости – залог энергии. Добавьте лимон или мяту, чтобы сделать ее вкусной и полезной. Эти простые продукты помогут вам справляться с любыми нагрузками и чувствовать себя на высоте. Не забывайте заботиться о себе. Еда – это энергия. Используй ее правильно. Ну, еще в детстве я от мамы слышала про разгрузочные дни. Тогда еще не знали мы слово «детокс», тогда не было детокс-марафонов. Но я помню, что она говорила, вот надо делать раз в неделю разгрузочный день. Ну, такого подобие того же детокса, да, элемент детокса. Насколько разгрузочные дни – это полезно и эффективно? И как он должен проходить? Он должен быть с приемом какой-то еды или все-таки это должен быть голод без воды, без еды? Как это должно проходить? Ну, здесь уже зависит от вашего индивидуального состояния организма. То есть это могут быть как и голодные дни, но обязательно с приемом большого количества воды. Это могут быть также же дни с более таким легким питанием. То есть это могут быть дни без употребления животного белка, только растительная пища растительного происхождения. Такие дни действительно как бы имеют место быть. Можно их даже устраивать, не обязательно их после каких-то застолий делать, как какие-то разгрузочные дни. Они в принципе могут быть в повседневной жизни. Примерно можно раз в неделю, можно 2 раза в неделю. Ну, не голодать, но голодать все-таки каждую неделю не обязательно, но вот придерживаться такого более легкого рациона, основанного больше на растительной пище, на большом потреблении воды, 1-2 раза в неделю, да, имеет место быть. Это будет помогать разгружать, снимать нагрузку не только с органов детоксикации, но и с пищеварительной системы. То есть в эти дни что лучше исключить? Мясо? Да. В эти дни лучше исключить, конечно, всю промышленную еду, то есть обработанную еду, которая имеет какой-то сложный длинный состав. Это лучше сократить продукты, да, животного происхождения. В том числе и молочные продукты. Да, и молочные продукты, по максимуму оставить продукты растительного происхождения. То есть это различные овощи. То есть такое постное меню. Да, постное меню, да, все верно. Орехи можно оставить небольшое количество, какие-то семена, растительные там источники клетчатки, крупы и там бобовые можно также оставить в небольшом количестве, как источник белка, и овощи. То есть, ну так, подводя итоги по разгрузочным дням, 2 дня в неделю достаточно. 1-2 дня, да, вы можете меню иметь на постоянной основе, то есть это не обязательно делать. Если вы хотите, скажем так, вы действительно чувствуете после каких-то мероприятий, застолий, праздников необходимость поддержать органы детоксикации, то, конечно, 1-2 дня вам не помогут. Это нужно делать достаточно продолжительный период времени, придерживаться как бы такого рациона. Но если так в повседневной жизни, чтобы немножко хотя бы разгружать, дать организму, давать возможность немножко восстановиться, то можно делать, ввести в свою практику 1-2 раза в неделю. Но опять-таки это, конечно, индивидуально, если у вас нет каких-то заболеваний, связанных с ЖКТ.
Угу. Ну и, конечно, нельзя не поговорить о детокс-марафонах, про которых вы в том числе говорили, что сегодня очень модно, да, очень много нутрициологов, специалистов по питанию, диетологов проводят различные марафоны. Они могут быть онлайн, они могут быть офлайн, где они применяют какие-то добавки в том числе, да, они меняют питание, там какое-то меню разрабатывают. На ваш взгляд, насколько это эффективно и все-таки какие необходимо принимать добавки, да, для того, чтобы помочь организму пройти вот этот путь? Самостоятельно, например. И можно ли самостоятельно проводить себе детокс-марафоны? Ну, смотрите, что касается именно марафонов, они сейчас есть огромное количество. Как выбрать то, что вам подходит, да, более правильный вариант? Я вам в начале программы сказала, да, как проходит процесс детоксикации и выведение уже собственно, этих токсинов из организма, да, что для этого необходимо. Поэтому ориентироваться нужно на это. То есть, естественно, что детокс и очищение никоим образом не связано с тем, что мы постоянно должны пить какие-то смузи или сидеть только на соках или употреблять какие-то особенные добавки и так далее. То есть это не совсем связано с детоксом. Детокс, как вы можете, он происходит всегда в нашем организме. Да. Единственное, что вы можете сделать, что подразумевают эти марафоны, некоторые, не все, конечно, те, которые более грамотно составлены, они подразумевают снижение токсической нагрузки, то, о чем я вам говорила, извне. То есть везде, где вы можете найти в окружающем вас мире, начиная с питания, там, заканчивая с бытовой химией, с вашей работой и так далее, где вы можете найти какие-то токсины, вы эту нагрузку, попадание этих токсинов максимально снижаете и меняете свой рацион в пользу тех продуктов, которые содержат питательные вещества для поддержания работы этих органов. И это все, что вы должны сделать. То есть вы корректируете свой рацион в зависимости от этого. Будет плюсом добавить физическую активность, да, чтобы стимулировать тоже процессы выведения. И, естественно, пить большое количество воды. Никаких чудо-средств, там, никаких особых продуктов. Есть какие-то там добавки, порошки, которые делают этот процесс за вас. Нет таких препаратов. Да, есть определенные вещества, там, например, как... глутатион, есть НАК и много других веществ, которые, да, можно из добавок дополнительно принимать, чтобы поддержать, так же, как и витамины определенные, которые участвуют в фазах детоксикации, можно дополнительно принимать, чтобы просто поддержать эти процессы детоксикации, да, потому что если этих элементов не хватает, то фазы не будут происходить так, как они должны происходить. Это единственное, что можно принимать из добавок. Детокс, основанный на препаратах мочегонных, на слабительных, это не есть хорошо, потому что... Это агрессивный путь, да? Вы просто стимулируете выведение. Это не говорит о том, что вы работаете над самими фазами детоксикации. Прежде чем это должно вывести с организма, оно должно обезвредиться в печени сначала. И только потом оно уже должно выводиться. Нет смысла пить какие-то слабительные либо мочегонные, чтобы... Если у вас не продолжается токсическая нагрузка, поступаете извне большая, если фазы детоксикации не работают в полном объеме, нет смысла работать, это просто вы опорожните свой кишечник, мочевой пузырь, вы можете избавиться от лишнего количества жидкости, что даст вам, конечно, плюс-минусы в килограммах на пару дней. Но это не есть хорошо, это никоим образом не связано на самом деле с очищением организма, с детоксикацией. Поэтому, конечно, нет каких-то определенных чудо-средств, я встречаю там порошки какие-то, либо целый комплекс для детокса. Вы пьете, и ваш организм очищается. Так это не работает, все равно фазы должны происходить. Должно происходить все поэтапно. Извне ничего это самостоятельно не делает. То есть мы снижаем нагрузку, подпитываем организм всеми необходимыми веществами для того, чтобы эти процессы происходили, и наш организм прекрасно с этим справляется сам. Дополнительно каких-то думать, что вы что-то просто пропьете, ничего не меняя ни с рационом, ни с поступлением токсических веществ, за 1-2 недели ваш организм очистится. Нет, так не работает. То есть мы должны начать все-таки с изменения рациона. Да, обязательно. Исключение максимально всяких токсичных предметов и
продуктов в нашем рационе, Да. ну и тогда уже можно подключать какие-то дополнительные... Да, можно подключать, это уже зависит от состояния вашего организма, да, если у вас есть дефицит каких-то микроэлементов, которые участвуют в процессах детоксикации, тогда есть смысл конкретно эти микроэлементы пропить извне, чтобы восстановить все процессы, да, чтобы закрыть, потому что если есть дефициты по этим микроэлементам, ну, допустим, у вас есть там дефициты по железу, дефициты по витамину D, банально, да, дефициты по, там, у вас есть по микроэлементам, по выработке, там есть проблемы с выработкой глутатиона и так далее, то есть, ну, с микроэлементами, которые участвуют в фазах детоксикации. Они должны происходить, но они не могут происходить в полном объеме, потому что просто не хватает веществ, да, для прохождения всех биохимических реакций. Тогда, конечно, будут сложности с процессами детоксикации. Поэтому вот мы напитываем организм через рацион и снижаем токсическую нагрузку через коррекцию нашего образа жизни. И таким образом наш организм сам справляется. Но это, конечно, не на одну неделю, там это нужно продержать определенное время. И тогда организм постепенно сам будет все это выводить. Ну, я надеюсь, что ваши рекомендации будут очень полезны нашим зрителям, потому что это относится не только к новогодним праздникам, да, это вообще относится к обычному образу жизни, и проходить такие обновления, да, разгрузочные дни, периоды необходимо каждому из нас для того, чтобы быть здоровым, быть энергичным. Поэтому я благодарю вас, Анна, за хороший месседж сегодня, за то, что мы смогли сегодня разобраться все-таки в реальности и в мифичности детокса, и как сделать так, чтобы детокс дал результат нашему организму. Спасибо. И, ну, дорогие наши зрители, конечно, не забывайте о вашем здоровье, потому что здоровье – это не одноразовая акция, это образ жизни. До встречи в следующей программе «Время для себя». С вами была Алла Бюк и наш эксперт-нутрициолог Анна Георгиева. Всего хорошего. Добрый день! Анализируем итоги недели вместе с ЛАВ. В среду прошло первое заседание правительства Александру Мунтяну. Партии получили финансирование от ЦИК. 3 ноября стартовала регистрация на сайте компенсации.gov.md. Стало известно, что Молдова возвращается на Евровидение 2026, а профсоюзы предложили повысить минимальную зарплату. А теперь подробнее о самых заметных событиях минувшей семидневки. 5 ноября состоялось первое заседание правительства Александру Мунтяну. Премьер призвал министров к единству и конкретным результатам, подчеркнув, что эйфория должна смениться работой. Он поблагодарил предыдущий кабинет за прогресс, отмеченный в Брюсселе, и пообещал работать круглосуточно ради новых достижений. В этот же день правительство одобрило инициативу Министерства культуры и МИД о прекращении действия соглашения 1998 года с Россией. Власти подчеркнули, что в нынешних условиях дальнейшее применение соглашения может быть использовано Россией для распространения искаженной информации, а у Молдовы нет культурного центра на территории Российской Федерации. Денонсация соглашения не повлечет за собой финансовых или экономических последствий, законодательных изменений или реорганизации существующих структур. Ее правовые последствия прекратятся после принятия решения парламента и промульгации президентом.
Реакция Москвы последовала незамедлительно. Российское посольство назвало решение Кишинева ошибочным и заявило, что деятельность Русского дома осуществляется строго в рамках международного законодательства и носит исключительно культурный характер. Кремль, в свою очередь, обвинил власти Молдовы в том, что они антагонизируют все, что связано с Россией. Парламент 12-го созыва приостановил создание дружеских парламентских групп с Российской Федерацией и Белоруссией на время войны России против Украины. Об этом сообщила Комиссия по внешней политике. Всего у нынешнего законодательного органа будет 54 дружеские группы с разными странами. Проект постановления, определяющий численный и персональный состав делегаций, был принят голосами 70 депутатов. 7 ноября на пленарном заседании законодательного органа выступила глава Европарламента Роберта Мецола. Она сообщила, что в Кишиневе будет открыто представительство Европарламента. Офис станет постоянным центром взаимодействия между европейскими институтами и властями страны. Мецола подчеркнула, что для ЕС Молдова не абстрактная идея, а конкретный проект. Парламент ЕС будет рядом с вами каждый день, помогая и поддерживая на пути к интеграции, заявила она. На минувшей неделе правительство утвердило новые положения об отпусках для отцов-близнецов и тройняшек. Мужчины смогут брать по 15 календарных дней по уходу за каждым ребенком, получая соответствующее пособие. Согласно документам, воспользоваться этим правом можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка или детей, либо со дня утверждения усыновления. Отпуск может быть разделен максимум на 3 части по 5 дней каждая, а расходы будут покрываться за счет бюджета государственного социального страхования. С 3 ноября началась регистрация на платформе компенсаций gov.md для получения компенсаций за отопление и энергоресурсы на сезон 2025-2026 годов. Зарегистрироваться можно самостоятельно, онлайн или с помощью социальных работников. Подавать заявку необходимо заново, даже если в прошлом сезоне помощь уже предоставлялась. Размер выплат станет известен после окончания приема заявок, когда власти смогут оценить количество и степень уязвимости просителей. Профсоюзы предлагают с 1 января 2026 года повысить минимальную зарплату в реальном секторе экономики до 8050 леев в месяц против нынешних 6000. Инициатива обсуждается с работодателями, которые проведут консультации перед окончательным утверждением. Сейчас минимальная зарплата по стране составляет 5500, а в реальном секторе 6000 леев. За каждый голос, полученный на парламентских выборах 28 сентября, политические формирования получат из государственного бюджета по 99 банов за ноябрь и декабрь. Решение утвердила Центральная избирательная комиссия. Таким образом, правящая партия «Действие и солидарность» получит без малого 800 тысяч леев в месяц. Патриотический блок – около 400 тысяч. Блок «Альтернатива» – чуть больше 125 тысяч леев, а наша партия без малого 100 тысяч леев в месяц. ЦИК также установила дополнительное финансирование, предназначенное для продвижения представительства женщин и молодежи в парламенте. Больничный лист будет выдаваться в цифровом формате и станет доступен онлайн. По запросу он также будет предоставляться в печатном виде с QR-кодом, который позволит проверить подлинность. Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года. Оформление, продление и закрытие больничных листов смогут осуществлять не только семейные врачи и больницы, но и другие специалисты в этой области. Также будет расширен цифровой доступ для пациентов, работодателей и поставщиков медицинских услуг через портал медицинских справок, портал гражданского управления и приложения. Работодатели будут получать автоматические уведомления об открытии больничного листа для сотрудника. Таможенная служба опубликовала предупреждение о мошеннических сообщениях, которые поступают гражданам по электронной почте, СМС и через мессенджеры Viber, WhatsApp и другие. Злоумышленники рассылают ложные уведомления якобы от имени таможенной службы или почтовых операторов. В них получатели информируют о том, что их посылки якобы задержаны на таможне и требуют немедленно оплатить определенные суммы за услуги декларирования или таможенной чистки. В некоторых поддельных документах используются фальшивые логотипы и элементы геральдики службы.
Таможенная служба подчеркивает, что не отправляет подобных уведомлений и никогда не требует оплату через электронную почту, СМС или мессенджеры. Гражданам рекомендуется не совершать никаких платежей и не предоставлять личные или банковские данные неизвестным отправителям. Инспекторы национального органа по неподкупности проверили имущество семьи Евгении Гуцул. В результате установлено, что Башкан и ее близкие могли получить необоснованные доходы на сумму около 1 200 000 леев. Разница между доходами и расходами выявлена за период 2024-2025 годов. На основании составленного акта дело будет передано в суд для рассмотрения и возможной конфискации имущества. Если суд подтвердит выводы национального органа по неподкупности, Евгении Гуцул будет запрещено занимать государственные должности в течение 3 лет. Кроме того, она будет внесена в государственный реестр лиц, лишенных права занимать определенные должности. Молдова возвращается на международный конкурс Евровидение-2026 после годичной паузы. Впервые национальный отбор пройдет в новом формате и будет координироваться 2 официальными продюсерами. Регистрация участников с оригинальными песнями началась 7 ноября и продлится 30 дней. Для обеспечения объективности в состав жюри войдут и международные эксперты. Такой была уходящая неделя. Предупреждение. Данный видеоматериал содержит изображения и сцены с сильным эмоциональным воздействием, которые могут негативно сказаться на восприимчивых зрителях. Просмотр не рекомендуется детям, а также людям с психоэмоциональными или сердечными заболеваниями. Продолжая просмотр, вы подтверждаете, что полностью осознаете возможное влияние содержания на ваше состояние. Day of dramatic events. The invasion was by air, sea and land. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. С 2014 года Украина живет в условиях войны. А с 2022 эта война стала полномасштабной. В этой ситуации именно военные корреспонденты нередко ценой собственной жизни передают миру правду об этом конфликте. С микрофоном в руке и с камерой на плечах украинские и международные журналисты ежедневно документируют драму и разрушение. Они не просто свидетели. Они – летописцы правды в эпоху, когда и ложь тоже стала оружием войны. Сегодня мы представляем 3 военных корреспондентов из Украины. Возможно, вы ожидали увидеть кого-то постарше, но на самом деле война – дело молодых. Роман Пагулич – известный украинский военный журналист, корреспондент проекта «Донбасс Реалии» украинской службы «Радио Свобода». Работал в самых горячих точках фронта – Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская и Запорожская области. Он стал первым украинским журналистом, который побывал на освобожденном острове Змеиный в декабре 2022 года. Меня зовут Евгений Малоретко, я корреспондент Associated Press,
старший фотограф компании. Евгений Малолетка. По образованию инженер, начал карьеру фотокорреспондента в 2009 году в украинском агентстве новостей «Фотолента». Широкую известность получил во время Евромайдана 2013-2014 годов благодаря живым и глубоким снимкам с места события. С 2014 года работал как независимый фотожурналист, сотрудничал с Associated Press, Al Jazeera, Der Spiegel и другими. Лауреат множества наград, включая Пулитцеровскую премию и World Press Photo of the Year. Евгений – один из авторов документального фильма «20 дней в Мариуполе», получившего «Оскар». 20 days in Mariupol. Thanks to Ukraine. Слава Украине! Я полевой журналист, я действующий журналист. Андрей Цаплиенко начал свою карьеру военного корреспондента в 2001 году. До 2014 года освещал конфликты в Афганистане, Македонии, Ираке, Кот-д'Ивуаре, Непале, Шри-Ланке, Южной Осетии, Кашмире, Либерии, Бурунди и Колумбии. С марта 2014 рассказывает о войне в своей собственной стране. За профессионализм и мужество удостоен множеством наград, в том числе звания «Национальная легенда Украины», ордена за мужество 3-й степени и престижной журналистской премии Альбера Лондре, французского аналога Пулитцера. Автор 5 книг и более 20 документальных фильмов. Я начинал работать как социальный репортер событий внутри страны, связанных в основном с социальными проблемами, с социальными конфликтами. И вот каким-то образом плавно перекочевал в военную журналистику, когда у нас предложили поехать вот в первую командировку на Балканы. Была такая возможность, я сразу согласился. И вот, наверное, с тех пор и работаю военным журналистом. Лично видим визуально. Танки зашли с надписью Z. Для военных корреспондентов утро 24 февраля 2022 года стало не просто началом полномасштабного вторжения. Это был момент, когда личная жизнь остановилась, уступив место новой миссии. 3 часа ночи мы приехали в Мариуполь, не думая, что ничего не будет. Заселились в квартиру, а через час по всей стране раздались взрывы. Все проснулись, думая, что это неправда. Открыли новости и услышали, что русские танки прорывают границы. И что русские войска поехали в Киев. Этого, честно, наверное, никто не ожидал. До 2014 года я даже представить себе не мог, что война может произойти в Украине. Когда я ездил в командировки в другие страны, на моем счету, наверное, около 20 стран, где проходили, и в некоторых местах все еще проходят военные конфликты. Это и Азия, и Латинская Америка, и Африка. И всегда, возвращаясь из этих стран домой, я возвращался с чувством, знаете, такого успокоения. Я всегда думал о том, что, слава Богу, в Украине такого быть не может. Но чем ближе приближался 2014 год, тем больше у меня возникало ощущение, что практически в любой стране мира, независимо от уровня жизни, уровня образованности людей, от технологического развития страны, независимо от всех этих качеств, при желании, при возможностях можно устроить военный конфликт. Их марш-бросок был настолько сильным и быстрым, что они меньше чем за неделю добрались до Мариуполя. Они начинают его сжигать, забрасывая снаряды не прицельно, а просто чтобы создать и рассеять панику, уничтожая инфраструктуру, бья по электростанциям, по вышкам связи и по всему остальному.
И, конечно же, первым, кто будет страдать, да, это люди, да, обычные жители. С началом жесткой и ничем не спровоцированной агрессии Российской Федерации против Украины почти все журналисты покинули город Мариуполь. В тот момент в Мариуполе не было других журналистов. Все уехали. Немногие все же остались. Рискуя жизнью, они продолжали работать в Мариуполе, потому что без их объективов мир бы не увидел правду. Мы перемещались постоянно, у нас был автомобиль, и мы знали, где найти точку доступа к интернету, чтобы загрузить фотографии и видео. Мы поняли, что удар пришелся по больнице. Мы подъехали к больнице, мы увидели, как подъезжают службы скорой помощи, пожарники. И просто люди, которые приехали на помощь или ехали мимо, решили остановиться помочь. По лестнице спускаются беременные женщины, медработники. И здесь выносят женщину по ступенькам. Ее рана была огромной, порядка 50 сантиметров в длину. Ее имя Ирина Калинина. Ей было 32, и, к сожалению, ее не удалось спасти. Но в этот же день нам удалось передать фотографии и рассказать про события, что произошли в роддоме. И хроники международных газет опубликовали эти снимки. Они разошлись во многих международных агентствах и новостях по всему миру. И весь мир узнал, что произошло. Вы вот ждали, да? Хорошо, что тут есть пресса, снимайте. Не знаешь, куда бежать. Они столько пережили с мамами. Мы прожили около недели в больнице на полу с пациентами. Вместе с врачами питались и мивиной, и какой-то лапшой, и теми запасами еды, которые у нас оставались. Сначала они не хотели нас принимать, но потом они поняли, зачем мы здесь. Они поняли, почему важно документировать вот эти раны и шрамы войны. В Украине война ведется не только на поле боя. Агрессор использует ложь и пропаганду, чтобы скрыть свои преступления и ввести весь мир в заблуждение. В то же время Россия включила свою пропаганду и начала обвинять меня в том, что это была постановка, что я информационный террорист, и что, когда в город в осаде и в войне, мы снимаем бьюти-блогеров и моделей, которые якобы стали моделью для нашего кино и для фотосессии. Меня обвинили и посольство России там, в Англии, в Канаде, Министерство иностранных дел, ООН и так дальше. Да, там все представители России говорили, что это все фейк и это неправда. И что Россия бьет исключительно по военным объектам. А то, что Россия, мы видели на самом деле, дети и женщины, то это все фейк. И неправда. Очень показательный кейс – это крушение малайзийского Боинга MH17. Я как раз тогда только начинал работать журналистом на Донбассе. Тогда его сбили в районе Горловки, если не ошибаюсь. Его сбила российская система БУК из 53-й зенитно-ракетной бригады. И на самом деле это потом доказали, был суд, был признан виновным в том числе Гиркин, который сейчас находится в российской тюрьме, и еще некоторые люди. Но тогда Россия, чтобы запутать следы, они придумали очень много версий о том, что был какой-то испанский диспетчер Карлос, который
знает о том, что это был украинский самолет. О том, что это был украинский самолет, и даже публиковали снимки поддельные спутника. О том, что это был украинский Бук. Даже потом они какие-то тесты с подрывом ракеты Бука проводили, но никому их не показали. И это главная история про российскую пропаганду. Они набрасывают максимально много версий в тех случаях, когда это выгодно России, и пытаются запутать и выкристаллизовать вот этот вот месседж, что все не так однозначно, всей правды мы не знаем. А на самом деле задача журналистов даже в такое вот неопределенное время именно показывать ситуацию, как она есть. Меломаны жили. Евгений Малолетко вместе с коллегами Мстиславом Черновым и Василисой Степаненко находились в осажденном Мариуполе 20 дней. Нам удалось выехать 15 марта. Полицейский Владимир, с которым мы познакомились возле роддома, предложил взять нас с собой и вывез нас троих через 15 российских блокпостов. Там было много еще историй, по которым там нас спасли жизнь, и украинские военные, которые нас выводили. И нам много раз повезло, и нам удалось выскочить. Но не всем. Внутри города еще был литовский журналист, который не смог выехать. Его расстреляли на блокпосту. Я думаю, что у нас могла бы быть та же участь. Тихо, тихо! Фу! Вот это мои собаки. Так а чего вы тут? А я живу в своей квартире, вот такой. Вы сами бачите. Если не гремит, уже страшно. А когда гремит, матюкаться не буду, короче, уже пофигу. После Первой мировой войны и массового применения боевых газов решили, что война должна, даже война, иметь какие-то рамки. И поэтому были приняты на международном уровне Женевские конвенции. Работая раньше, до 2014 года в горячих точках, я был уверен, что гуманитарное право в отношении журналистов более, не менее работает. И у нас, когда мы ездили в разные страны, у нас даже футболки такие были с логотипом и надписью «Не стреляй» на английском «Don't shoot, I'm a journalist». Вот. И все смеялись, и коллеги смеялись, но на самом деле это работало. Даже в Афганистане, даже среди талибов. С 2014 года в какой-то момент это перестало работать. То есть мы поняли, начиная с Крыма, кстати, вот с Крыма. Первый раз нашу группу атаковали в Крыму, и встреча с россиянами стоила мне 6 поломанных ребер и утрата техники примерно на $100 000. Эксклюзивное видео с места происшествия. Далее без комментариев. Мы снимали атаку россиян по воинской части и пытались пробить ворота автомобилем. Там были российские солдаты. Приехали какие-то люди в гражданском, такие очень крепкие такие. Вот эти молодые люди начинают избивать толпу. Наш оператор получает в челюсть. Мы думаем, что челюсть у него сломана. Они окружили журналистов и в первую очередь жестоко избили операторов. Забираем оператора и едем в больницу. С нами моя коллега крымчанка, которая говорит, что вряд ли мы тут найдем больницу, тут все за них. Кто-то обязательно будет стучать, что мы его туда привезли и так далее. Надо везти в Симферополь. И начинаем выезжать из города и замечаем, что за нами погоня.
загоняют нас на заправку и подрезают, и выскакивает оттуда несколько молодых людей. Я вижу, они вооружены. Вот. У них были пистолеты. Значит, один из них открывает двери задние, там, где сидит мой оператор, и выхватывает у него первым делом камеру. Явно хочет ее вырвать, эту камеру. Оператор мой держится за камеру, он такой худенький, щуплый, но очень цепкий. И выдирает, значит, камеру вместе с оператором из машины. Я говорю: Витя, кидай камеру, у них стволы, в общем, это плохо закончится. И подействовал, он отпустил камеру, значит, и мы уехали, пока они там рвали эту камеру, как, я не знаю, как животные какие-то. И потом начали выезжать из города, и один из наших коллег, нас в машине было 5 журналистов и водитель. Один из коллег говорит: слушай, за нами, кажется, погоня. Опять. С 3 сторон нас зажали, выскочили там, ну, где-то там 12 человек вооруженных. То есть у них были пистолеты. Они были в гражданском, но я обратил внимание, у них одинаковая обувь была. Поэтому я понял, что это какие-то представители неких силовых структур. Думаю, российских. Они нас захватили, на землю положили, начали избивать. Коллегу Лену Механик ее не тронули, слава богу. Вот. Нас начали избивать и, в общем, начали стрелять мне возле уха из пистолета. Вот. И я понял, что, значит, ну, если стреляют возле уха, значит, мы будем живы, по крайней мере. И потом один из них стал запихивать там одного оператора, там, второго коллегу стал запихивать в багажник автомобиля. Когда мы отъезжали, они приказали там оператору моему и греческому коллеге, который был с нами, не вылезать из багажника. То есть отдали ключи водителю, вот, усадили в машину, ну, еще там вслед там пару раз выстрелили. Военные корреспонденты осознают, что каждый их репортаж может стать последним. Была история, где возле меня, моего оператора и военных буквально в 3-5 метрах упал российский артиллерийский снаряд, но, к счастью, все выжили. У нас в 4-й роте летит. В принципе, Я 300, Купидон легкий, лысый 300, легкий, по прессе, сейчас посмотрим. Подайте каску. Все? Тут течет, нет? Сзади ничего нет, чисто. Так, у меня еще нога, у меня еще нога, в ступне осколок. Вот дубок, который нас спас. Это 10 октября этого года. Мы поехали на довольно обычную съемку, должны были снимать операторов дронов. Это удаление от линии фронта, скажем так, между 6 и 9 километрами, то есть довольно много, и туда условно достает ствольная артиллерия только, условно безопасная съемка. Должны были снимать операторов FPV, которые используют термит. Это зажигательная смесь, возможно, видели, падает на леса или на технику, и после этого это все воспламеняется. Ну, условно говоря, новшество, которое появилось не так давно на поле боя, но все немного пошло не по плану. Разрыв барабанной перепонки. У тебя разрыв? У тебя разрыв? Уже осмотрели? Только что посмотрели. Все-таки это съемки с опасностью для жизни. И не виртуальной, а как бы, ну, у меня было несколько случаев, где можно было и не уехать. В момент подъезда транспорта начала работать артиллерия противника. Из всего выходит, что работает сразу 2 орудия, потому что сразу по 2 разрыва. И теперь задание быстро выскочить из зоны поражения. Ну и плюс надеяться, что не вылетят FPV. Автомобиль все-таки использует РЭП. Для меня, как для человека, уже 20 лет до того момента проработал в журналистике, до 2014 года, для меня это было дико, честно говоря. И потом я понял, что это политика. Когда россияне намеренно стреляли в журналистов, ну, россияне или там зеленые человечки, или сепаратисты, как угодно можно их называть,
стреляли в журналистов, то объяснение следующее. Мы считаем, что это информационная война, и мы считаем, что вы солдаты информационной войны, значит, несите все тяготы и трудности военной жизни, поскольку вы солдаты. И это звучало в разных интерпретациях, но много раз. Был даже период такой, что мы на фронт, выезжая на передовую, ездили исключительно на военных машинах, не надевали синие жилеты, а надевали зеленые жилеты, чтобы не было написано «пресса», чтобы никаким образом себя не выделять из солдат. Сейчас, конечно, лучше военную форму не надевать вообще. Гуманитарное право в Украине по отношению к журналистам работает только с украинской стороны. Не знаю, насколько важна документация последствий. Но я нашел для себя в этом цель. Для меня это судьбы моих граждан, да? Людей, которых я знал лично, которые знали мои друзья и близкие, и которых больше не вернуть. Поэтому это не просто репортажи, да? Это очень лично. Мариуполь находился в осаде более 80 дней. За это время российские войска превратили процветающий город в руины. После Мариуполя та же участь постигла Волноваху, Солидар, Бахмут, Ирпень, Бучу. Из всех этих мест голоса военных журналистов доходили до тысяч и миллионов людей по всему миру. Их репортажи стали свидетельствами ужасных преступлений, совершенных агрессором. Мы с оператором снимали этот фильм, начали его снимать, собирать материалы. Буквально в первый же день, как только смогли освободить Бучу, и мы поехали из Киева в направлении Бучи, и, конечно же, это была жуткая картина, потому что тела были просто везде, десятки тел. Буча. Название этого городка неподалеку от Киева стало синонимом слов «геноцид» и «массовое убийство». Село было под российской оккупацией с конца февраля до начала апреля 22-го. Эти кадры сняла группа украинских военных и полицейских, когда заехала в Бучу в первый день после освобождения. Военные были готовы ко всему, но не к тому, что увидели в первые же минуты. В каждом населенном пункте, который заняла российская армия, были свои особенно опасные места. В Буче везде было смертельно опасно. Парню 26 лет, никого не трогал, гулял с собачкой. Ага. И? Все, вот это все. Ви знаєте, 100 случаїв. Убили, просто убили, да. Оце є той хлопець, про якого говорили, що вийшов погуляти з собакою. Это улица Яблонская. Теперь ее называют улицей смерти. Дорога к центру городка буквально усеяна телами расстрелянных. Больше 20 только на этой улице. Мужчин, женщин. Ни один из них не был в военной форме. Все гражданские, все со следами пулевых ранений. Этих 4 мужчин убили 18 марта 22-го, связав перед этим им руки. Только лишь в Буче погиб 461 житель этого городка. За месяц оккупации в Киевской области убито не менее 1339 мирных людей. Российские солдаты часто не давали хоронить убитых, и тела лежали под открытым небом до самого освобождения. Российские военные убивали украинцев не просто ради удовольствия. Они делали это системно. Главная цель – запугать непокорных. Погасить даже пассивное сопротивление.
У нас были видеокадры, которые нам предоставили военные. Они совершенно случайно сняли расстрел гражданских. Но эти кадры, они сейчас являются задокументированным доказательством военного преступления конкретных людей из 5-й танковой бригады российской. Они расстреляли семью. Из машины вытягивают женщину и ребенка. Уводят их в неизвестном направлении. Тело убитого мужчины за руки оттягивают на обочину. Мы не видим вторую женщину. Она остается в машине. Вернее, там ее тело. Ведь ее первыми выстрелами убил российский пулеметчик. Нам дали эти кадры. Мы не знали еще фамилии погибших людей. Вот. И Игорь, оператор, передал эти кадры немецкому каналу и французскому каналу. Их использовали. И потом мы начали работать над фильмом, монтировали. И я стал выяснять, кто же эти люди, кто вот эти люди, которых расстреляли, что это. Какие-то фамилии мы восстановили, какие-то фамилии на тот момент мы не восстановили. И когда я принес документы, Игорь говорит: я знаю этих людей. Девочка, женщина, это моя коллега, а он работал в туристической фирме до войны и возил туристические группы. А девочка была его коллегой, то есть они вместе общались, вместе ездили с группами, смеялись, там, я не знаю, шутили, ходили на обед и так далее. И он говорит: я, оказывается, снимал ее обгоревшее тело. Он был в шоке. Какое-то время. После Мариуполя мы не закончили работу, потому что война продолжается. И нам пришлось дальше снимать братские могилы в Буче, в Изюме. И все те ужасы, после которых, которые Россия оставляет после ухода своих войск. 10 сентября 22 года стало днем неимоверной радости для украинских солдат и для жителей города Изюм на юге Харьковской области. Звільняємо Ізюм від окупантів. Стратегически важный город освободили после 5 месяцев оккупации. Слава Україні! Но радость быстро сменилась болью, когда стало понятно, сколько жертв оставили после себя российские оккупанты. До войны этот лес был любимым местом отдыха горожан. Здесь назначали свидания, здесь гуляли с детьми. Но еще очень долго сюда никто не выйдет на прогулку. В этом лесу после освобождения Изюма нашли массовое захоронение. 447 тел мужчин, женщин, детей. Большинство погибло насильственной смертью. На половине найденных тел следы пыток. Пулевые отверстия после выстрелов с короткой дистанции, сломанные конечности и связанные руки. Тот же самый почерк, что и в Буче. В этой войне некоторым журналистам повезло. Они отделались лишь страхом или легкими ранениями. Но каждый военный корреспондент хранит в себе глубокие следы войны. Они редко об этом говорят. Чаще молчат. Харьков. Харьков. Снова Харьков. Константиновка, Харьков. Константиновка. И это каждый раз фотографии трупов, от запаха, который ты не можешь избавиться. И ты приходишь с какой-то съемки и просто не можешь отмыться в конце дня. Единственный способ забить его — покурить, чтобы перебить запах. И так все делают, все. Я думал, почему они все время курят? Это перебивает. Помогает немножко отключиться.
На полях сражений или в результате обстрелов в войне, развязанной Российской Федерацией против Украины, погибли около 100 украинских и иностранных журналистов. Мой коллега Мариан Кушнир, он получил контузию еще в начале полномасштабной войны из-за прилета «Искандер». Ну вот, он тоже, как и я, постоянно освещает и в штурмы вместе с украинскими военными ходил. Он получил контузию в 22 году. Коллега из другого проекта «Крим Реалии» Дмитрий Евчин весной этого года получил осколочное ранение. Ему осколком перебило артерию на ноге, и он почти истек кровью, но оператор наложил ему турникет. У него, он до сих пор восстанавливается, но тоже получил серьезное ранение. Другая наша коллега, Вера Герич, продюсер и журналистка, она погибла у себя в квартире из-за ракетного удара в марте 22 года. Просто ракета прилетела прямо в ее квартиру. Каждый день гибнут люди. У меня погиб несколько недель тому назад, погиб мой оператор, и очень близкий друг, с которым мы работали, снимали фильмы. И у каждого из украинцев есть своя такая галерея памяти, которая на самом деле подпитывает злость и желание мести. Что я начал замечать, что моральное, ментальное здоровье украинцев настолько стало хуже, даже среди моих друзей. От этого количества обстрелов, информации, да, и усталости от войны, мы потихоньку можем все сойти с ума, потому что это все на всех давит. И сказать, что мы все подвержены. За 30 лет своей работы в журналистике и за 20 с лишним лет работы военным корреспондентом я не видел, я видел достаточно много, но такой жестокой, такой масштабной войны я не видел нигде, ни в одной части мира. Несмотря на огромные риски, военные корреспонденты продолжают идти на передовую, чтобы освещать ход войны и писать историю нашего времени. Нету безопасного места, куда ты можешь поехать, и в Украине всегда может что-то прилететь большое. Мой знакомый Ваня Любешкирдей, он оператор на агенции Reuters. Они поехали, поселились в отель, и по этому отелю несколько месяцев назад прилетел «Искандер». И погиб security, человек, который обеспечивал безопасность, а Ваня, он находится в больнице со сложными травмами. Когда ты едешь на фронт, может быть, бронежилет и каска тебя не спасут. Важный момент. В Украине меняется очень часто ситуация на фронте. Мы можем потерять позиции, противник может продвинуться, мы можем продвинуться, может поменяться подразделение, которое там работает. Очень важно иметь контакт с разными военными из этого подразделения, которое там находится, и понимать, какая картина там, то есть куда идти, куда не идти, как добираться, как отходить куда-то и так далее. Это тоже очень... Какое подразделение российское стоит напротив тебя, потому что есть, подразделение высокой боеспособности, которые контролируют воздушное пространство активно. И из-за дронов ты просто, то есть не дойдешь. Да, есть подразделения слабенькие, да, то есть есть шанс у тебя пройти незамеченным. Вот. Есть подразделения потрепанные, очень сильно российские, тогда вообще все хорошо. Вот. То есть все это надо понимать для того, чтобы сделать качественный репортаж. Работа журналиста в зоне боевых действий – это не про то, чтобы показать, какой журналист смелый, и он туда поехал. Для меня прежде всего это возможность поговорить с теми людьми, которые там существенно дольше, чем я, и рискуют существенно больше, чем я. Про то, что эти люди теряют своих близких ранеными или убитыми. Про то, что калечатся судьбы. Про то, что люди теряют просто все, что они нажили за всю жизнь. Задача журналиста показать это, достучаться до общества. Потому что война и ее влияние на будущее страны, его сложно оценить сейчас. Возможно, будет оценить уже, наверное, после. И
если делать вид, что ничего не происходит, то кто знает, куда это приведет в будущем. Я верю, что фотография и фотовые репортажи, и вся эта хроника, она поможет нам просто запомнить это, как это было. Возможно, оно там сейчас не остановит. Возможно, оно даст понимание в ту или иную секунду, что происходит. Да? Так же самое это даст понимание там, будущим поколениям, типа изучить, что там произошло, да, и как это было. И плюс, если нам удастся хоть что-то минимально изменить, это будет уже огромный плюс.